Настоящий материал — информация. Произведен, распространен иностранным агентом Дудем Юрием Александровичем, либо касается деятельности иностранного агента Дудя Юрия Александровича. Прикинь. Нормальный человек никогда не хочет быть героем ее статьи. Так била я. Мне кажется, я ему сломала несколько ребер. О, это было самое позорное. Меня позовут, и я его съем! Собирались сажать меня, Муратова и Лену Рачеву. Хотите быть Россией? И мы за ней 2 вооруженных человека. Получили приказ меня найти и убить. Эти люди спасли мне жизнь. Лена, твоя работа в последние 15 лет — это путеводитель по тому, как Россия двигалась к ее сегодняшнему состоянию. Если читать твои тексты за эти годы, то по ним можно понять, как менялось общество, как исчезала эмпатия и по отношению к людям, и по отношению к природе, как преступники соединялись с властью, как в целом мы двигались к тому, где находимся сейчас. Об этом, и не только об этом, мы хотели бы сегодня с тобой поговорить. Я поняла, что я очень нервничаю перед интервью с тобой, и я попыталась понять, почему. Мы же просто разговариваем. И я поняла, что я нервничаю перед интервью с тобой, потому что я себе сейчас активно не нравлюсь. И я стала пытаться понять, почему. Я что-то делаю не так, живу как-то не так. И оказалось, что я себя все время пинаю за то, что я чувствую. Что если я чувствую радость, я пинаю себя за то, что как я могу чувствовать радость, когда моя страна убивает украинцев. Если мне больно, я пинаю себя за то, что моя боль — ничто по сравнению с тем, что происходит в Украине. И я это буквально поняла, 2 дня назад, что я все это время, каждый раз, когда я что-то чувствую, начинаю себя внутренне пинать. И с этим очень-очень-очень неудобно жить. Давай попробуем на эти несколько часов не пинать себя. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. У меня очень похоже. Возможно, только мне удается в саморазрушение это не уводить. Но я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Попробуем? Да. Мы в Цуге. Сейчас многие удивятся, но вот этот небольшой швейцарский городок — один из мировых центров криптоиндустрии. В середине десятых здесь решили построить криптодолину и стали создавать максимально комфортные условия для компаний, которые работают с криптой. А жители Цуга в 2016 году первыми в мире получили возможность оплачивать налоги криптовалютой. Сейчас тут зарегистрировано несколько сотен блокчейн-компаний. И это количество особенно впечатляет, если наложить его на население Цуга. Здесь живет около 30 тысяч человек. Автоматическая чесалка для коров и быков. И они в очереди стоят для того, чтобы покайфовать. Так звучит Швейцария. Звук монет, разумеется, и колокола на коровках. Если вы хотите купить криптовалюту, это можно сделать на платформе Binance. Здесь доступны все самые популярные монеты. Процесс покупки очень простой. Все можно сделать через обычную банковскую карту. Конвертировать крипту обратно также можно через банковскую карту. Если вы рассматриваете это как инвестицию и верите в самые популярные криптовалюты, то можно купить, например, биткоин или эфир. А если думаете о диверсификации активов с помощью криптовалюты, то на Binance есть стейблкоины, курс которых привязан к доллару и евро. А еще на платформе есть специальный продукт, который работает как банковский вклад — Binance Earn. То есть вы можете купить любую криптовалюту и получать доход, просто храня свою крипту там. Переходим по ссылке в описании и регистрируем аккаунт на Binance, чтобы получить скидку в 20% на торговые комиссии. А первые 1000 человек, которые сделают это и пройдут верификацию, получат бонус 5 USDT на свой аккаунт. Вперед!
Лен, расскажи, где мы? Мы на Темпельхофе. Темпельхоф — это аэродром, который начали строить еще в 20-х годах прошлого века. Его достроили нацисты. Он для них был очень важным таким проектом. Вот. И вот в том терминале стояли заправленные самолеты, чтобы Гитлер, если что, мог эвакуироваться. И, в общем, этот аэродром брала советская армия. Потом он перешел к американцам. Потом, когда блокировали советские власти Западный Берлин, здесь был воздушный мост. Это тоже очень важная часть берлинской истории, потому что 2 миллиона человек остались в результате вот этой советской блокады без еды, медикаментов, топлива, угля. И сюда прилетали самолеты. Это был единственный способ доставить все это сюда. Сюда прилетали самолеты, они садились каждые 90 секунд. Ты можешь себе это представить? Потом его закрыли в 2008 году, и планы были такие, что застроить это место, ну, потому что это очень хороший район Берлина. Первая наша мысль, когда мы подъезжали, и первое, что я услышал, это сколько ЖКшечек можно было бы сюда поставить. Абсолютно. В общем, была строительная компания, которая хотела застроить, у которой были планы. И берлинцы вышли на протесты. Они вышли на протесты, были столкновения с полицией. Они сказали, что они не хотят, чтобы это место превращалось в жилищный комплекс. Для них важно, чтобы Темпельхоф оставался вот таким. И они победили. Ну, то есть берлинские власти приняли постановление, по которому здесь ничего не может быть построено. И теперь это поле, заросшее травой, на котором люди катаются на великах и роликах, валяются в траве. Вот там вот огороды. Ну, то есть люди просто выращивают цветы, овощи. Можно в аренду бесплатно взять. Да. Вот. И по выходным здесь все запускают воздушных змеев, то есть все небо в воздушных змеях. И мы отмечали прошлый, Новый год, 2003, мы сюда пришли с друзьями. 2023. Да, пришли с друзьями, зажгли бенгальские огни и загадывали желание, чтобы, это место, где закончился фашизм, который был символом национал-социалистов, где он закончился. И мы пришли загадать желание, чтобы фашизм закончился в России тоже. К тому, что сейчас установилось в России, ты употребляешь слово «фашизм». Ну, конечно. Для тех, кто встревожится, а может быть, не поймет и агрессивно не поймет, что ты имеешь в виду. Объясни, пожалуйста. Фашизм — это политический строй с централизованной автократией, которая стремится контролировать жизнь человека во всех ее проявлениях, отрицает человеческие права, и при этом это милитаристская идеология. То есть нация всегда мобилизована. То есть мы всегда либо в состоянии войны, либо готовимся к следующей войне. Но на самом деле то, что сейчас происходит в России, это, определение фашизма из Википедии. Есть какие-то более глубокие работы, более глубокие исследования. Я знаю, что западные исследователи сейчас спорят, стоит ли в связи с тем режимом, который в России, дополнить определение фашизма, потому что, конечно, фашизм эволюционирует, как любой политический строй, но, конечно, это фашизм. Мы пишем это интервью через несколько недель после того, как твоя коллега Елена Милашина была избита в Чечне. Да. Ты общалась с ней после этого? Да, я общалась. Что ты ей сказала? У нас был очень странный разговор. Я ей позвонила, и в таком ужасе. У нее уже на тот момент, у нее не было сначала с собой мобильного телефона, потому что эти ублюдки у нее отобрали мобильный телефон. Они, собственно, пытали ее, чтобы она дала им пароль от мобильного телефона. Но у них не получилось узнать пароль. И она первые сутки была без связи, то есть звонили на телефон людей, которые рядом с ней находились. И когда ее уже эвакуировали в Москву, я ей позвонила. И я такая: Лена, какой же ужас, какой же пиздец. Она говорит: да.
Особенно, говорит, неудобно печатать пальцами в гипсе. Я говорю, что? Она говорит, ну я уже придумала как. Ты просто вот так руки вытягиваешь и вот так вот делаешь, и типа... Под 90 градусов. Да. Я говорю, Лен, ну пальцы в гипсе у тебя не просто так. Ну, в смысле, гипс имеет функциональное значение. Она говорит, ну я очень мягко нажимаю на клавиши. И я говорю, слушай, я видела типа фотографию твоей спины, говорю, это такой ужас. Она говорит, да, я тоже в шоке. Я, говорит, такая, оказывается, большая, мне точно надо похудеть. Спереди еще как-то все неплохо смотрится, а сзади прям большая спина. Ну, Ленка, она несгибаемая. Она работает, у нее идет жизнь, и ее это не сломало. И я очень-очень-очень горжусь, что мы вместе работали столько лет и что мы подруги. В 2016 году тебя же тоже избили на Северном Кавказе. Да, И тоже облили зеленкой. да, Только это в Беслане произошло. да. Ты же потом долго лечилась. Тебя попали в висок, и у тебя чуть ли не год восстановления заняло. У меня была очень серьезная травма головы. Это вот то, про что мы с Леной... Это первое, на самом деле, что мы с Леной обсудили, как ее голова. И она сказала, что, слава богу, только сотрясение. У меня был ушиб головного мозга. Это гематома внутри головы. И я сначала, ну, когда, собственно, на меня напали, и я вначале, ну, так ничего, то есть была. А на следующий день, когда я уже, ну, добралась до Москвы, легла спать у себя в квартире, и я просыпаюсь, и я не понимаю, кто я. Ну, слава богу, это длилось только пару секунд, но это было очень страшно. Потом я не понимаю, где я. Ну, то есть я у себя в квартире, где там все мои вещи, которые я там ремонтировала. Ну, то есть я все знаю, каждый угол. И я не понимаю, где я нахожусь. Я помню, что я была в Беслане, как-то у меня в голове было, что вот... Я помнила почему-то ту комнату, где я в Беслане жила. И что я здесь почему-то. И это не там. И я просто ходила, перебирала свои вещи руками, плакала и не понимала, что происходит. Но это тоже где-то, ну, то есть через полчаса, 20 минут. Но это были очень тяжелые полчаса. Вот. А потом я позвонила своей редакторке Оле Бобровой. И меня очень быстро повезли обследоваться. И, в общем, стало понятно, что все серьезно. И да, я очень долго не могла работать. У меня путались слоги в словах, когда я писала. Я не могла воспринимать текст больше, чем абзац. Ну, то есть как-то, ну, когда работаешь над текстом, у тебя такое большое полотно, и ты как бы его целиком видишь. Тут как бы у меня ресурсов хватало типа на абзац концентрироваться. И, в общем, меня лечили. Это было где-то год. А потом неврологи говорят, ну, типа, все, что мы могли, это, типа, вот мы вот это смогли. И я говорю, но меня, говорю, не устраивает такая жизнь, я не хочу так. Ну, я журналистка, я репортер, я хочу работать, я хочу писать. Говорю, думайте что-нибудь еще. И один из неврологов сказал, что, говорит, есть, говорит, такой метод, он, говорит, странный, и нет особого там большого количества научных статей по этому поводу, но вам было бы неплохо пожить в другой языковой среде, типа где-то год, и говорить на другом языке, писать на другом языке. Потому что другой язык создает новые паттерны в мозгу, включаются новые участки мозга, и мозг ищет... Он начинает обходить пораженные участки, короче. И ты уехала в Штаты? Да, я уехала учиться в Штаты, и действительно я за этот год восстановилась. То есть я вернулась, и я снова смогла писать, и, в общем, все неплохо. За нами прямо сейчас взлетная полоса. Здесь взлетали и садились самолеты. Да. Сейчас люди на роликах здесь гоняют.
Да? Я не знаю, может быть, кто-то бывал на взлетных полосах, вот, но я только перебегая из самолета в терминал, да. А так я не застал как бы Тушинский аэродром закрытый, Ходынское поле я тоже не застал, когда там был аэродромом. У меня прямо, как у человека, который много летает и испытывает всегда такой пиетет к самолетам и аэропортам, у меня классные ощущения. Ты еще рассказывал, что там голова орла. Ну, короче, когда нацисты строили терминал, для них это был прям такой важный очень проект. Это был самый большой аэропорт в Европе тогда. И они на крышу терминала поставили гигантского орла 4-метрового, каменного, прям такого, который как бы глобус сжимал своими лапами. Ну, я уже сказала, что аэропорт брали советские войска, но потом он перешел под зону влияния американцев. И американцы, короче, этого орла просто перекрасили. То есть они сделали из него белоголового орлана, символ США. То есть просто покрасили, короче, ему бошку, покрасили тело, и это был, типа, американский символ. Вот. А сейчас этому орлу, сняли с него краску, ему отрубили голову, поставили его на такой постамент, и вот, типа, гигантская башка бывшего нацистского орла стоит на входе в терминал. И отдельно меня тоже радует, что этот терминал несколько лет назад, когда была волна сирийских беженцев, использовался, собственно, как жилье для этих беженцев временное. И мне кажется, это прям реально про победу человеческого. У российских журналистов и журналисток практически нет возможности работать в Украине сейчас. Но ты одна из тех, кто своими глазами видела начало полномасштабной войны. Ты провела там 5 недель весной 2022 года. Да. Спустя год и несколько месяцев, что ты в первую очередь вспоминаешь из той командировки? Ты знаешь, у меня какими-то картинками. То есть вот прям сразу какой-то набор. И я помню, когда я пересекла границу, я помню, там просто в ту сторону стояло гигантское количество людей. Толпа, 1000 человек. И как я потом поняла, что это не вся толпа, а как бы дальше там еще больше толпа. Это все были женщины и дети. И вот если говорить про картинку, я помню женщину, у которой был на руках очень маленький младенец. У меня у самой нет детей, и я не могу атрибутировать, но он был совсем маленький, может быть, месяца 3. И было очень холодно, и они там стояли много-много-много часов. И она вот так вот присела на землю, положила себе младенца вот так вот на колени и накрыла его вот так собой. Вот ее я вспоминаю. Вспоминаю девочек в Николаевском бюро судмедэкспертизы. Не были морги Украины рассчитаны на такое количество тел. Поэтому, когда я туда пришла, это была, наверное, 3-я неделя войны, тела лежали везде. Там было 2 комнаты с контролем температуры, там они на сленге холодильники их называли. Вот в этих комнатах они лежали прям во много слоев. Вот. А еще освободили большой такой гараж, здание, там 2 таких больших комнаты по 20 метров. И вот там тоже тела лежали прям. И какие-то просто на улице лежали. И санитар нас водил по моргу. У меня еще рядом были журналисты. И мы, когда с санитаром проходили вот за один холодильник, я увидела, что он очень как-то быстро старается, вот прям типа быстро пройти. И я, наоборот, остановилась, и я увидела, что на груди тел лежит ребенок. И из-под ребенка высовывается рука, и эта рука тоже очень-очень-очень юная какая-то. И я остановилась и смотрела на них, а санитар тоже остановился, тоже стал смотреть на них, и я увидела по его лицу, что он их знает. И я спросила, кто это, и он сказал, что это его крестница, что это сестры. Арина Бутым и Вероника Бирюкова. И Веронике, вот, которая лежала под как бы слоем тел,
ей было 17 лет, а Арине 3. И я смотрела на эту девочку, и она была голая, у нее были связаны вот так вот руки бинтом, ну, чтобы они не раскидывались. И по телу были такие маленькие входные отверстия осколков. И, несмотря на это, она казалась живой. Может быть, просто потому, что мозг не может как-то обозначить 3-летнего ребенка как мертвого. Вот их я помню хорошо. Давай коротко для тех, кто не понимает или не помнит, что такое воздушный мост. Западный Берлин был в кольце границ ГДР. И Тогда создавалась, собственно, ФРГ, и Советский Союз принял это как нарушение как бы соглашений, которые были между союзниками. И они сначала как бы давили политически, а потом просто начали блокировать все возможные как бы пути сообщения с остальной Германией. То есть там сначала заблокировали железку, что типа ремонтные работы, потом еще что-то. И, в общем, в итоге оказалось, что это просто, ну, вот кусок Берлина, в котором живет 2 200 000 человек, куда невозможно доставить еду, куда невозможно доставить лекарства, куда невозможно доставить нихуя. Вот. И был реальный голод. И, в общем, союзники, американцы, они придумали, как завозить, что сюда можно завозить продукты только по вот этому воздушному мосту. И так интересно, что вот этот вот воздушный коридор, который вел к этому аэропорту, он пролегал над жилыми кварталами Берлина. И один американский летчик придумал делать парашютики из носовых платков, привязывать к ним конвертики, куда там он клал печенье, шоколад и изюм. И он эти просто, когда летел, он их выкидывал. И другие летчики тоже стали так делать. И, в общем, их назвали изюмными бомбардировщиками. И дети этого района, они после школы, они знали, где, собственно, пролегает этот воздушный мост, где самые большие шансы поймать изюм. И они собирались и ловили изюм с неба. сколько этот воздушный мост существовал? Год. Угу. Потом они разрулили так, что Потом они разрулили, да, политически, но, конечно, это страшное время было, и там тоже у терминала есть памятник жертвам вот этой блокады, и он такой странный, такой изогнутый, и берлинцы его называют типа когти голода. Здесь очень вообще много мест про войну, про память, про переосмысление в этом городе. Ты работала в Херсоне, когда он уже был оккупирован. Да. Насколько это тяжело? Когда ты не российский военкор, ну, то есть, когда ты не с оккупационными войсками пришел, а когда ты независимый журналист. Было очень тяжело попасть. Было очень тяжело попасть. Я как раз работала в Одессе, Николаеве, и у меня, наверное, ушло дней 7, чтобы смочь туда въехать. Вообще на войне очень много времени как раз занимает дорога. Ну, то есть это не так, как в мирной жизни, когда ты просто берешь и оказываешься, где тебе нужно. А какие-то дороги могут быть непроходимыми, где-то могут идти боевые действия, комендантский час, блокпосты. Это очень трудно. И я просто пыталась найти какие-то пути, как можно въехать в Херсон, связывалась с людьми в Херсоне. Мне что-то подсказывали, но все варианты, которые они мне подсказывали, они были такие очень... Ну, то есть говорили, что ну, вот ты можешь воспользоваться вот этой дорогой, но иногда там просто расстреливают всех, кто по ней идет или едет. Можно вот так, можно вот так. Ну и потом, в конце концов, мы все-таки решили с редакцией, какая дорога самая безопасная. Вот. И
И я нашла героического человека, который сам ехал в Херсон и согласился взять меня с собой. И я взяла с собой коробку лекарств. Я знала, что вся логистика нарушена, что там нет лекарств. Я напихала себе лекарств туда. У меня была легенда, что я еду к бабушке. Нет, к тетям. Что я еду к тетям. И вот везу ей эти лекарства и вообще попытаюсь оттуда вывести. И у меня была украинская женщина, которой мы договорились, что если что, она моя тетя, что если что, я позвоню с российского блокпоста, и она подтвердит. Мы придумали там ей адрес, где она живет, все. Вот. Ну и как бы очень нервничали, конечно, но на российских блокпостах у меня только... Там было 4 блокпоста, и меня только 1 раз проверили документы. Вот. И все, я въехала в Херсон. Текст из Херсона заканчивается тем, что ты нашла адрес пыточной тюрьмы. Да. Куда... кого туда свозили? Кого они искали? Они искали как бы постоянно. Они искали тех, кто участвовал в войне на Донбассе, да, в АТО. Полицейских, СБУшников, но также активистов, журналистов, просто людей, которые имеют такую отчетливую проукраинскую позицию, и людей, которые оказались не в то время, не в том месте. Ну, вот я смогла добыть как бы список из 44 людей, которые пропали, и я прочитала заявления, которые родственники писали про их пропажу, и это очень разные истории. Ну, то есть буквально там отец с сыном ехал через Чернобаевку, где на тот момент была такая основная база войск по этому направлению. Ехали через Чернобаевку, исчезли. Пришли домой, проверили телефон, нашли подозрительный контакт, исчезли. Я разговаривала с журналистом Олегом Батуриным, который как раз попал вот в эту пыточную тюрьму, и которого пытали. И он говорил про... он как бы жил в Новой Каховке, это рядом с Херсоном. Ну и да, он занимал как бы проукраинскую позицию и делал как бы свою журналистскую работу, но он как бы не партизанил, не бросался там на танки с гранатами. То есть они просто зачищали Херсон от людей, которые могли, как с их точки зрения, оказать сопротивление. И при этом они хотели все время выявить какую-то большую группу, большую какую-то сеть людей, там условный правый сектор, который там где-то окопался в Херсоне. И они все время, когда они задерживали людей, они их пытали, узнавая у них вот как раз по списку, кого вы знаете там из националистов, кого вы знаете из военных, кого вы знаете из СБУшников и прочее. Эта тюрьма располагалась на Теплоэнергетиков 3. Это было бывшее здание СИЗО. И ее было тоже непросто найти, потому что людей похищенных везли туда с мешками на головах. То есть они не знали, куда они едут. И я разговаривала с несколькими похищенными, которые удалось сюда выйти. И я им спрашивала, говорю, вы же... Они такие, мы не понимали, где мы были. Я говорю, хорошо, но вот вас вывели там вот из этого здания, там из... там их в основном перед тем, как отвозить в тюрьму, их допрашивали где-нибудь, в том числе в здании обладминистрации захваченном. Вот вас вывезли, куда вы пошли, как вы чувствовали, как едет машина, какой район города это может быть. И, в общем, вот таким перекрестным образом мы определили примерно район. Потом я подробно их расспрашивала про то, как выглядели камеры, что они видели из окна. И, собственно, потому как выглядели камеры, стало понятно, что это какое-то место содержания людей. И так как у меня было подробное описание, что каждый из них видел из окна, я просто составила список конкретно в этом районе, как бы какие здания подходят.
И ходила по всем этим зданиям, смотрела. И в итоге я нашла, и там была как раз припаркована рядом машина, на которой было написано «Груз-200», то есть труповозка. И я прошлась кругом, поснимала соседние здания, узнала, из описаний вот эти здания, которые описывали люди, отправила им фотографии, они подтвердили, что это то, что они видели из окна, и тогда я опубликовала адрес. Много людей в России не верят, что российская армия, заходя в города, пытает людей. У тебя есть свидетельство, что они пытают людей? Да, конечно. И речь не только про военных, про гражданских в том числе? Ну, конечно, да. Ну, то есть я не знаю, те люди, которые, вот, например, на теплоэнергетиков 3 пытали херсонцев, кто были эти люди? Ну, то есть это были военные, это были как бы военные из ДНР, да, которые себя так определяют. Это были ФСБшники. Там точно как бы были ФСБшники на допросах. Ну, как точно, предположительно, по манере ведения допроса. Вот, ну, конечно, эти люди никак себя не называли. И что самое для меня было страшное, что если там первые 2 дня людей пытали для того, чтобы узнать информацию, то есть вот прям рядом сидел такой чувак, который задавал вопросы, записывал ответы, вот это все, то потом их как бы избивали просто так. Ну или там избивали, задавали вопрос, например, когда началась Вторая мировая война? Сколько регионов в составе Российской Федерации? Вот. И если ты типа неправильно отвечаешь, или отвечаешь не так, как им понравилось, или не поешь гимн России, или еще что-то, вот тогда тебя как бы избивали. И вот это, честно говоря, меня гораздо больше пугает, чем... Ну, в смысле, пытки — это вообще просто пиздец какой-то, но вот это вот для развлечения, ну, в смысле... Я тоже разговаривала с разными людьми, и они говорят, ну, это как бы не просто так, это чтобы, типа, сломить их дух, чтобы они, типа, когда вышли, вот если они выйдут живыми из этого места, чтобы они там не предпринимали ничего там, что может как-то повредить, типа, россиянам в Херсоне. Ну, по-моему, это просто какая-то бессмысленная жестокость, которая вообще никак не может быть объяснена. А про вопросы, когда началась Вторая мировая война и гимн России, это не преувеличение? Нет. Еще спрашивали про День Победы. Что, типа, когда? Или... Да, типа, когда День Победы? И люди отвечали, они говорили, а у вас здесь в Украине он, наверное, не празднуется. Они такие, да нет, празднуется. И дальше было, собственно, избиение, и что нет, на самом деле вы не признаете победу. И, в общем, я не могу это никак объяснить. Вот, у меня просто не может это уложиться в голове. Когда в сентябре прошлого года Украина вернула Херсон, как ты на это реагировала? Я была очень счастлива. Я была очень счастлива, что те люди, с которыми я разговаривала все эти дни, которые помогали мне работать, которые рисковали собой, чтобы у меня получалось работать, что они находятся теперь в большей безопасности. Просто понимаешь, ты знаешь, как там проходил референдум про присоединение к России? В кавычках тогда заключим референдум. Ну да. Они объявили, что они не будут открывать участки голосования, потому что из-за опасности терактов. И это будет поквартирное голосование. И вот реально там типа приходит женщина с бюллетенем, и за ней 2 вооруженных человека. И говорят, ну что, хотите быть Россией? В общем, я очень рада, что это унижение прекратилось. У тебя выходит книга? Да, это книга про любовь к стране. Она называется «Моя любимая страна». Про то, как она меняется в течение жизни.
и как она меняет нас при этом. Не всегда в хорошую сторону. Книга называется «Моя любимая страна», Да. но в Штатах она выйдет с заголовком «I love Russia». Да, оказалось очень странно, что «Моя любимая страна» очень сложно перевести на разные языки. Ну, то есть я вообще не ожидала, что я столкнусь с этой проблемой, причем по разным причинам. То есть иногда лексически, иногда культурно. Вот я разговаривала здесь, на немецком она будет называться «Das Land, das ich liebe», и я разговаривала с моими немецкими друзьями. Страна, которую я люблю, если дословно. И я разговаривала с моими немецкими знакомыми. И они сказали, что у них не принято любить страну. Да, что у них просто не принято любить страну, потому что они считают, что это опасное чувство, которое однажды уже поставило эту страну на грань смерти, и типа так больше нельзя. Вот. Да, американцы решили, что I Love Russia больше всего как бы отражает смысл книги. И, в общем, будет вот так. Ну, и я, конечно, понимаю, ну, то есть вот моя переводчица, например, она переживает, что меня за этот заголовок закенселят и будут всячески ругать и все такое. Ну, я просто сразу попытался визуализировать это на прилавке американского магазина. И вот в текущем контексте это выглядит, знаешь, как провокация. Блин, мне стоило, на самом деле, принести. У меня есть сигнальный экземпляр. Оно не выглядит как провокация. Там на обложке прекрасное фото Дмитрия Маркова. И там написано «I love Russia» и заголовок «Reporting from a lost country». И мне кажется, оно как-то целиком все собирает. Нет, так это не выглядит как провокация. Но я понимаю, что некоторые люди сочтут это провокацией, и некоторые люди... Вообще, мне очень нравится, на самом деле, название российское, потому что там как бы 2 раза переворот происходит. То есть, когда ты берешь книжку, которая типа издается в 2023 году, журналистки «Новой газеты», где написано «Моя любимая страна», да, ты думаешь, что это ирония. Но когда ты читаешь, ты понимаешь, что это не ирония, но что это очень сложная история на самом деле. Что вообще, мне кажется, очень важно сейчас говорить про нашу любовь к нашей стране, потому что именно это чувство использует путинская пропаганда. Ну, то есть у Путина есть вот это вот, у путинской пропаганды есть вот эта вот связка, что если ты любишь Россию, ты должен пойти убивать. Что твоя любовь к твоей стране обязывает тебя убивать чужую страну. Но это на самом деле не так. Любовь никогда не обязывает к убийству, любовь не обязывает к слепоте. Любовь обязывает к пристальному взгляду на то, что ты любишь. И мне бы хотелось вот эту вот связку «любовь равно убийство» разомкнуть. Я надеюсь, что моя книга как-то этому поможет. Как ты выехала из Украины? Я после Херсона собиралась ехать работать в Мариуполь. И я уже нашла, как туда можно было заехать. Тогда туда можно было заехать через Запорожье. То есть я доехала до Запорожья, и там была дорога между Запорожьем и Херсоном. Там не было никаких эвакуационных коридоров на тот момент. Но по этой дороге каждый день просто люди, которых как-то пытались организовать волонтеры, чтобы это было больше безопасно. То есть люди организовывались в колонну и ехали забирать своих родственников, пытаться спасти. И я договорилась с людьми, которые туда ехали, что они меня туда завезут, потом заберут меня через 2 дня. Это как раз, ты знаешь, я когда заезжала в Запорожье, мне все начали присылать смски, типа: «Лена, держись, все будет хорошо, мы с тобой», мои друзья. И так, собственно, я поняла, что «Новая газета» больше не выходит. Но я такая: нет, все равно, я сделаю Мариуполь, я должна увидеть, что там происходит. И я нашла людей, которые готовы были мне помочь. И, в общем,
я должна была ехать типа на следующий день уже. И в день перед тем, как я должна была ехать, мне звонит моя коллега из «Новой газеты» и говорит, что ее источники ей сообщили. Прости, я первый раз про это рассказываю вот так. Что ее источники ей сообщили, что кадыровцы, которые тоже активно на тот момент участвовали в битве за Мариуполь, получили приказ меня найти и убить. Что у них есть на меня ориентировка, есть фотография, есть данные мои, и что именно не задерживать, а убить. И моя коллега спросила своих источников, она сказала, я вам не верю. И тогда они ей проиграли аудиозапись моего перехваченного разговора с человеком, когда я, собственно, обсуждала мою поездку в Мариуполь. И она узнала мой голос. И я такая, типа... Я, в общем, сижу как-то, пытаюсь это в голове уложить. И тут мне буквально через 40 минут звонит мой источник из военной разведки Украины и говорит, что по их каналам пришла информация, что в Украине готовится убийство журналистки «Новой газеты» на Мариупольском направлении. И потом мне позвонил Муратов, а у нас как бы в «Новой газете» было правило, что... но оно на самом деле, может быть, странно смотрится, это правило, но оно реально по опыту было выведено. У нас «Новая газета» была основана людьми, которые работали на войнах. И, в общем, было правило, что пока как бы корреспондент в редакции находится, он как бы, ну, есть субординация, которой он подчиняется, есть его начальники, которые дают ему там, говорят, делай это, а вот этого не делай. Ну, то есть, ну, как везде. Но когда человек уже находится на войне, то редакция может только просить или советовать. Потому что только человек, который находится на войне, понимает свои риски. Кроме одного случая. В одном случае редакция может приказывать. В том случае, если редакция знает, что впереди, ну, типа, что человек умрет. И, в общем, Муратов мне позвонил, сказал: Лена, твоя поездка в Мариуполь не состоится, ты не едешь, и ты прямо сейчас выезжаешь из Украины. И дальше я еще на сутки осталась в гостинице, пыталась найти еще какие-то способы проехать в Мариуполь, но их не было. Все были места либо заминированы, либо шли активные бои. Была только вот эта прерывистая дорога. И я понимала, что я все равно искала какие-то пути. Но потом я поняла, что если я сяду в машину, и меня повезут туда, и тех людей, которые меня туда завезут, их тоже не пощадят. Что это не только про мою жизнь, и что я не могу человеку, который согласился мне помочь, его поставить вот в такой риск. Тем более, что мне как раз ГУР сказал, что на российских блокпостах есть моя ориентировка. Я такая, И потом я выехала из Украины. Источники, которые об этом сообщили, то есть в ФСБ или в ГРУ или в СВР, могут быть люди, которые вам помогают? Эти люди спасли мне жизнь. Они работники этих организаций? Я не буду их никак обозначать. Я перед разговором с тобой проверяла
В общем, нет, я не буду их никак обозначать. А как думаешь, почему они это сделали? Возможно, они не считают, что убивать журналистов — это правильно. Возможно, они знают мою работу. Возможно, они патриоты своей страны. Когда ты рассказывала про то, как начинала жить в Москве, когда училась на журналиста, и ты перечисляла свои подработки, там присутствовала такая строчка «писала тексты для юмористической программы». Что это за программа? О, это была самая позорная моя работа в жизни. Это была программа, она называлась «Кабачок дежавю». Такое, короче, шоу было, что там вот есть вот какой-то кабак под названием «Дежавю», куда приходят разные люди бухать и разбираться со своей жизнью. Мне предложили писать для них шутки. И я некоторое время, месяца 2 или 3, пыталась это делать. Ну, в смысле, я это делала, но просто финальный продукт был такой ужасный, что я поняла, что лучше я буду как-то еще зарабатывать деньги. Мне просто, когда я приехала в Москву, мне надо было очень быстро заработать много денег, потому что мы очень-очень бедно жили. И я, когда переехала, у меня не было ни нормальной одежды, ни компьютера, ни мобильного телефона, ну, примерно нихуя. А я собиралась, типа, прийти устраиваться в новую газету потом. И, конечно, мне надо было, чтобы у меня все было. И как бы, чтобы и выглядела я хорошо, и мобильный, и компьютер. Вот. Поэтому я там кем только не работала. И няней работала, ну, полы мыла традиционно. Я очень долго вообще зарабатывала этим деньги. Вот, и официанткой работала, и этим промоутером у метро раздавала листовки. Костюченко, который пишет шутки, это необычно звучит. Да, ну, в общем, я это делала очень короткий период, потом поняла, что нет, что из меня хуёвый, короче, юморист. Не стоит даже пытаться. Я была очень зла, прям очень. Еще, знаешь, на следующий день, когда я, собственно, сидела и искала способы проехать в Мариуполь, в «Новую газету» пришло распоряжение Генпрокуратуры и Роскомнадзора о том, что мои материалы с войны должны быть удалены. И они удалили мои материалы, и что-то это было последняя моя... Вот как-то я совсем сломалась, то есть я просто рыдала целый день. Потом я была очень зла. Потом я стала, немножко остыла и стала думать, что, наверное, это было какое-то эмоциональное решение с их стороны. Потому что я только что у них под носом проехала в Херсон, поработала в Херсоне, нашла секретную тюрьму, нашла список похищенных, все это опубликовала, то есть как бы вот... И тут как бы, раз у них есть информация, что я иду в Мариуполь, тем более, что вот эта дорога, про которую я говорю, там была возможность это сделать. То есть там между последним украинским блокпостом и первым российским там было 15 километров, которые не контролировал никто. И если бы я просто пропала на этих 15 километрах, как будто бы на этих 15 километрах, понятно, что меня бы там просто прикопали где-нибудь во враге, все может случиться на войне, люди исчезают, может, вообще и украинцы ёбнули, да? Я же российская журналистка. И я как-то думала, что это какая-то что они соблазнились возможностью, будучи на эмоциях, понимаешь? А потом, прошло, по-моему, 3 недели, и мне звонит Муратов, и говорит: Лен, я знаю, что ты хочешь вернуться в Россию, но тебе нельзя возвращаться в Россию, потому что тебя убьют. И именно убьют, не посадят? Да. И я его спросила: это точно? Он сказал: да. И, в общем, вот. Потом мы с ним встречались лично, и он сказал, что скорее всего, это будут какие-то
условные неонацисты или какие-нибудь ультраправые, которых просто попросят, потому что, ну, типа, и потом это все будет история про то, что я же лесбиянка, я ЛГБТ-активистка, ну вот, как бы, неонацисты не любят лесбиянок. Но я все как-то тоже думала, что это какая-то временная история, и что как-то это все. Мы потом еще раз связывались с Муратовым, тоже, кстати, моего возвращения уже в сентябре, и он еще раз узнавал как бы актуальную информацию. В общем, казалось, что мне все еще нельзя вернуться. И я такая, ну ладно. Ну, в смысле, не ну ладно, я так сейчас, ну ладно. На самом деле я просто была... Я очень хотела домой. Ты в детстве всегда хотела есть? Часто. Ну да, всегда, на самом деле. Я уже в каком-то взрослом возрасте сообразила, что почему я так не любила зимы. Потому что когда ты идешь, тебе просто холодно, это одно ощущение. А когда тебе холодно и хочется есть, совершенно другое. У нас в доме была еда, ну то есть не было такого, что вот прям совсем не было еды. Но у нас были периоды, когда это была только крупа или картошка. Картошка это было хорошо, если была картошка. Ну то есть типа только крупа или только какие-то там заморозки. Это было очень непросто. Ну то есть... Мясо вы ели не каждый день? Нет. Нет. Мясо мы ели где-то... Но тоже, смотря какой период. У нас были хорошие периоды. Это все очень сильно зависело, на самом деле, от того, что происходило со страной. Ну, я про 90-е. Да, да. Ну, то есть, ты помнишь, что там бывало, когда, типа, пиздец, а бывало, когда совсем пиздец. Вот. И вот когда совсем пиздец, да, то есть мы как бы просто переставали есть мясо. Когда был просто пиздец, мы как бы ели, но это было такое мясо, как бы тоже странное. Ну, то есть иногда, чтобы как бы как-то меня порадовать, мама, которая, ну, работала на 3 работах реально все время, ну, то есть она все время работала. И она приходила, там у нее была пересменка между работами полчаса, и она просто ложилась на диван, спала эти полчаса, потом встала, шла дальше работать. Вот настолько. И вот она иногда, чтобы меня порадовать, и если как бы были деньги, она покупала какие-нибудь сладости, или давала мне деньги, чтобы купить сладости, но это были такие сладости, типа вафли или эти зефирки, или вот эти вот конфеты-леденцы. И я все это сейчас не могу есть. Ни вафли, ни зефир, ни леденцы. То есть вот все, что тогда для меня, на чем для меня тогда было сконцентрировано, типа вот такая вот радость, кайф, да. И я просто чем ты это сейчас... объясняешь? Ну, меня триггерит. Меня триггерит. Я, конечно, очень травмирована 90-ми. Потому что это напоминает, не потому что переела это, а потому что тебе это напоминает те времена. Да, да, абсолютно. Мое впечатление про 90-е и про чувство голода, я, правда, не до конца уверен, что я не рассказывал это в каком-то из наших выпусков, но если что, повторю. Я не знаю, ты помнишь или нет, была программа такая, которую Ермольник вел на 2-й кнопке, «Эль-клуб» она называлась. Это какой-то сборник, вот это не вечернее шоу еще, но это как бы сборник каких-то там совсем странных форматов. И я помню, как там был и конкурсы, там, полусвадебные, полу какие-то еще. И я помню, как они обратились к зрителям из зала, вывели 2, и был конкурс в том, что там был такой сэндвич длинный, который карточкой с логотипом программы разделялся наполовину, и конкурс был в том, кто быстрее доест до этой карточки, кто быстрее съест свою половину. И я на это смотрел с таким вожделением, что я просто сходил с ума. Я помню, как я прибежал потом к маме, и говорю: мама, давай срочно напишем письмо в эту программу, чтобы нас позвали в зрительный зал. Вдруг там еще раз будет конкурс с бутербродом, меня позовут, и я его съем. И я помню, как ее обидело это тогда. Как ее обидело, и она спросила: ты что, голодный? При том, что мы там жили довольно тяжело, но мясо, если считать там консервную рыбную мясом,
Мы ели, наверное, каждый день все-таки. Вот. Но я помню, во-первых, свои ощущения, и помню, насколько ей было это, видимо, там, обидно или неприятно. Я думаю, что нашим родителям гораздо тяжелее было, чем нам, конечно. Потому что мы были детьми, и все равно у нас был этот гигантский сказочный мир в голове, и мы узнавали жизнь, нам было на что отвлекаться. И ты, когда ты ребенок, ты не до конца понимаешь, что происходит. А когда ты взрослый, и ты отвечаешь за ребенка, вокруг тебя рушится все, и тебе надо делать постоянные усилия, чтобы тупо выжить. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Ну, то есть моя мама вот за 10 лет, наверное, за это время растеряла всю свою красоту. Она была очень такой красивой, эффектной женщиной. Ну, то есть буквально вот на нее на улицах оборачивались. И я просто видела, как она меняется каждый день. Ты из тех, кого принято считать либеральными журналистами, но у кого не то, что нет очарования 90-ми, а ты открыто говоришь, что это кошмарное время. И только за последние несколько месяцев у нас в выпусках дважды цитировали тебя люди. Вот. Мы вырезали один и тот же фрагмент из выпуска с Катей Гордеевой. Объясни, вот, ну, то есть, как бы главная претензия твоя к этому времени. Тебе кто-то скажет, что свобода, вот в нулевые у тебя, в нулевые у нас было что поесть, но свободы не было. И вот к чему это привело. Юр, подожди, что... Я не оппонирую тебе, я просто хочу понять в этом смысле твою позицию относительно того, почему ты считаешь это адом. Ну, потому что это был ад. Потому что, когда развалился Советский Союз, настал хаос, была вот эта вот адовая либерализация экономики, типа экстренный перевод экономики на рыночные рельсы, который велся совершенно без учета, ну, типа человеческих жизней на самом деле. Была приватизация, которая подорвала небольшое доверие к власти, которая успела возникнуть за перестройку. Потому что, конечно, приватизация, то, как она происходила, ваучеры, это была просто гигантская наебка. И это то, что, ну, на большой перспективе, как бы на исторической, на самом деле, очень сильно подорвало веру людей в политику, в легитимность, в справедливость, что справедливость какая-то возможна. Была война в Чечне, был расстрел парламента из танков. Ну, мы не можем говорить, да, про свободу, когда парламент расстреливают из танков. Как бы плохой парламент, хороший парламент. Нельзя расстреливать парламент с людьми из танков. Ну, просто нет. Потом был договорняк по приводу Ельцина на второй срок между большинством российских изданий, интеллигенции и прочее, чтобы, не дай бог, коммунисты не вернулись. Бандитизм, война олигархов с друг другом. Нет, это не было время свободы. Это было время установления вот этой парадигмы, что кто сильный, тот и прав. И Путин, он совершенно продукт этой парадигмы. Поэтому мне кажется очень странным, когда противопоставляют 90-е нулевые, что вот в 90-х было так, а потом пришел Путин, и вот у всех у нас свободу отобрал. Но Путин — это прямое продолжение 90-х. Это вот прямое, это вот точно вот эта вот история. Кто сильный, тот и прав. Значит, что быть правым, я стану самым сильным. И потом я вышла на работу в «Медузу». Это был конец сентября. Ну, то есть у меня первая командировка должна была быть в Иран. Я тоже там все нашла, все подготовила. Но мы решили, что перед тем, как ехать в Иран, я получу украинскую визу, чтобы потом, собственно, после Ирана, чтобы я могла поехать в Украину работать. У них висела система, нельзя было податься электронно, потому что у них система находилась под хакерскими атаками.
Надо было подаваться лично, для этого нужна была запись. В общем, связи у меня оказались только в Мюнхенском консульстве Украины. И я поехала в Мюнхен, принесла документы, но тоже не получилось на самом деле податься как следует, потому что их внутренняя система тоже была под хакерской атакой, и они просто не смогли зарегистрировать. Мы договорились, что они мне свяжутся со мной, когда у них, собственно, наладится работа. Я приеду еще раз. Потом я там пошла с подругой поела, она меня до поезда довезла. И когда я села в поезд, мне стало плохо. Сначала я поняла, что я очень сильно потею, и я пошла в туалет, взяла там вот эти вот бумажные салфетки и вытираться. Я когда вытиралась, я почувствовала, что очень странный запах у пота, знаешь, как гнилые фрукты. Потом я села вычитывать свою книгу. И я читаю, и я понимаю, что я не могу, что я один и тот же абзац читаю снова и снова, что я не могу как-то дальше читать. У меня очень сильно... И я когда так остановилась, я поняла, что у меня очень болит голова. Позвонила Яне, своей девушке. А я как раз, относительно незадолго до этого переболела ковидом. Я подумала, что это просто, знаешь, иногда бывает в ковиде, что когда ты выздоравливаешь и снова потом заболеваешь. Я ей звоню, говорю, я так себя плохо чувствую. Говорю, наверное, у меня опять ковид вернулся. Она такая, давай скорее домой. И вот я сижу, и мне все как-то хуже. И когда я вышла на вокзал, мне было очень тяжело ориентироваться в пространстве. Но это был вокзал Зюдкройц. Там прям переход с вокзала на метро, и я не могла понять, как мне перейти на метро. Потом я не могла понять, в какую сторону мне ехать на метро. И я думала, что, может быть, мне выйти и вызвать такси, но я поняла, что я не смогу это сделать просто, что мне надо открыть карту, ввести адрес, и потом как-то карту сопоставить с улицей, чтобы такси приехало. Мне это казалось какой-то очень сложной задачей. И я в итоге доехала на метро, и потом я шла до дома, и я останавливалась, каждые... у меня дорога от метро до дома занимает 5 минут. Я шла, наверное, минут 20, потому что у меня сумки, которые... у меня была сумка с собой, ноутбук, документы. Еще была одна сумка, которую я из Мюнхена забирала, там броник лежал. И они мне казались такими тяжелыми. Броник? Да, это я когда с войны выехала, я же не знаю, мне негде было жить. Я, собственно, у подруги оставила сумку с броником и с каской. И они мне казались такими тяжелыми, я все время шла и опускала их, и потом шла дальше. Все, я дошла до дома, сразу легла спать. Потому что я подумала, что я посплю, и мне станет получше. Но я поспала, и мне стало хуже. У меня начал болеть живот, меня начало тошнить. Меня вырвало несколько раз. Потом у меня очень-очень сильно кружилась голова, то есть настолько, что я не могла сидеть. То есть я могла только лежать. И как-то так были следующие несколько дней. И, в общем, мы поняли, что это не ковид, потому что, ковид не так, ощущения другие совсем. Мы записались к врачу, но тут сложно, то есть ты не сразу попадаешь. В общем, я попала к врачу где-то через 10 дней после того, как мне стало плохо. И врач такая тоже сначала, наверное, это постковидно. Я говорю, возьмите меня на всякий случай, кровь. Я говорю, я правда себя очень странно чувствую. И она взяла кровь, и, в общем, там уже... Там были очень высокие печёночные ферменты, ЛТ, АСТ, еще там были какие-то показатели нарушенные. И после этого они взяли в моче оказалась кровь. В общем, это все. И дальше меня обследовали, наверное, 2 месяца
на все. Ну, то есть они сначала предположили гепатит, и мне показалось логичным, потому что я с войны привезла вшей и свинку. Ну, в смысле, это заражает. Да. А потом у них была версия, что это аутоиммунное заболевание. Они проверяли на аутоиммунное, потом, а вдруг это почки, проверяли почки. Да, но мы параллельно консультировались там с другими врачами, с российскими врачами, с израильскими врачами, и никто ничего не мог понять. И, в общем, в конце декабря, это было 19-й, по-моему, я снова прихожу к врачу, и она говорит... А все это время у меня, симптомы, почему они меняются. То есть у меня очень сильно начало отекать лицо, руки, ноги. То есть я не могла носить кольца, потому что у меня пальцы были просто как сосиски. И у меня иногда бывало то, что потом мне врачи скажут подошвенно-ладонный синдром или как-то так. То есть у меня начинали гореть кожа на ладонях, на ступнях. Тоже вот эта тошнота постоянная. И я сейчас, наверное, не все симптомы помню, но прям было тяжело. И я очень надеялась, что что-то найдут, и я начну лечиться. И как-то меня еще, понимаешь, крыло, что вот я вышла на работу в «Медузу», мне же надо работать. А тут непонятно, какая-то хуйня со мной происходит. И, в общем, я 19 февраля, по-моему, снова прихожу к врачу. А это, обычная немецкая врач в поликлинике, терапевт. И она говорит: Лен, мы все обследовали, что могли. Осталось 2 версии. Одна, что антидепрессанты, которые вы постоянно принимаете, много лет, внезапно вызвали какую-то нетипичную реакцию. Но, говорит, мы эту версию отметаем. А вторая версия, что вас травили. Она такая говорит: вам надо в токсикологию Шарите. И, в общем, потом пытаюсь попасть. Оказалось, что это надо делать только через полицию. И я еще подумала пару дней, и я пошла в полицию. То есть «Медуза» дала мне адвоката, мы вместе пошли. И прямо оттуда меня уже увезли в одно из подразделений Шарите, и там тоже взяли много-много-много всего. Там кровь, моча, все на свете. И дальше, собственно, очень долго полицейские меня допрашивали. То есть там первый допрос длился то ли 8, то ли 9 часов, что-то такое. Очень долго. То есть их прям интересовали все детали, прям по дням. Куда ходила, что делала, чем прикасалась? Да. Вот. Они приезжали к нам домой, обследовали дом на радиацию. Меня обследовали на радиацию. Все отрицательно, слава богу. Но мне становилось уже получше немножко. Потом ко мне была журналистская конференция, я на нее поехала все-таки. Это прям тут было рядом. И там ко мне подошел Роман Доброхотов из «Инсайдера» и сказал: Лен, я тебе задам очень личный вопрос. Извини меня, пожалуйста, за этот вопрос. Я знаю, что ты последние месяцы вне какого-то публичного поля, что ты сейчас не работаешь. Связано ли это как-то с проблемами со здоровьем? Я говорю: да, связано. Он говорит: мы сейчас, я и Христо Грозев из Bellingcat, расследуем серию отравлений российских журналистов в Европе, и мы бы хотели с тобой поговорить. И, в общем, мы поговорили. Я знаю, что это расследование идет, что они опубликуют первые какие-то результаты в ближайшие недели. Может быть, уже на самом деле до того, как выйдет это видео. Вот. В мае полиция прислала мне бумагу, что они не нашли никаких подтверждений тому, что я была отравлена. Но при этом, когда мой адвокат на днях запросила какие-то там документы из дела, оказалось, что дело находится в прокуратуре.
То есть я не очень, честно говоря, понимаю, что происходит с немецким, с официальным расследованием. Вообще они были на меня очень злые, немецкие полицейские. Почему? Работу подкинула? Нет. Поздно пришла? Поздно пришла. Они сказали, что типа мы в бешенстве от того, насколько вы, типа, российские журналисты, активисты, приезжаете и чувствуете себя здесь в безопасности, и забываете про все, какие-то базовые меры предосторожности, ведете себя, как будто тут рай. Он сказал, что у нас здесь много агентов ФСБ, у нас происходят политические убийства. Здесь тоже опасно. И он говорит, я не знаю, как это донести. И, в общем, я решила про это все рассказать, чтобы донести его мысли. Что небезопасно здесь находиться, что надо все равно быть осторожными. Вот. И еще мы надеемся, что, возможно, больше людей, которые испытали что-то такое, свяжутся с инсайдером или с Bellingcat, и у нас будет больше информации, и будет проще найти людей, которые это делают. Что ты собираешься делать в связи с этим? Ты готова дальше здесь жить? Ну вот немецкая полиция и, собственно, ребята из инсайдера и Bellingcat, они говорят, что то, что у меня сейчас выйдет книга, это будет большой триггер для этих людей, и что надо переезжать. Вот когда выйдет наше с тобой интервью, меня уже не будет в Берлине. Я буду ездить между разными местами. В интервью Кати Гордеевой ты рассказываешь про свои на тот момент текущие отношения с девушкой из Америки, с Рэйчел, ее зовут. Когда вы расстались? Мы расстались, прям так, чтобы мы официально расстались. Мы расстались в мае прошлого года. Я не скажу ничего больше, потому что я думаю, что это наше личное дело. Сейчас ты встречаешься и живешь с Яной. Да. Расскажи мне. Яна... Я даже не знаю, что рассказать. Она удивительнейшая, прекраснейшая. Она моя любовь, она моя семья, она моя поддержка. Яна, ты работала много лет редактором в издательствах и в журналистских проектах. Да, сначала 7 лет я была главным редактором издательства Lifebook, а потом ушла в такие дела. А чем ты сейчас занимаешься? А сейчас я устроилась в благотворительный фонд, который работает при заводе Kinesis. Kinesis производит инвалидные коляски, ультралегкие, ультраклассные, активные, в том числе такие, которые человек может сложить одной рукой. Потому что это важно, потому что, вот, например, ты пересаживаешься в машину, и если ты не можешь сложить коляску одной рукой, то тебе всегда нужна помощь. А я хочу, чтобы каждый человек имел возможность жить самостоятельно, вообще в одиночестве, если ему так захочется. А может и нет. Расскажи о своей болезни. У меня церебральный паралич. Мне моей маме попались ужасные, бестолковые врачи, которые 20 часов останавливали роды, я задохнулась. Поэтому у меня травма головного мозга. Вот, я родилась в 600 грамм. Выходили, но никто меня особо не лечил. И в год я не смогла пойти, как обычные дети, и мне поставили диагноз. Диагноз у меня ровно такой же, какой вот у героев Лениного текста. Я, когда мы с ней познакомились, тревожно сказала ей, что я не хочу никогда быть героем никакой ее статьи. И она мне мрачно сказала, что нормальный человек никогда не хочет быть героем ее статьи. Не такие статьи она пишет. Ты очень пронзительно рассказывала про то, как твои родители реагировали на твое ДЦП и на твой диагноз. Они стеснялись этого. Да, им было очень тяжело. У тебя есть текст про то, как мама на вокзал везла тебя к папе? Да.
А папа передернуло, когда я упала. Он не обрадовался в итоге, когда до меня дошел. У папы вообще большая внутренняя работа, гигантская. Он был человеком, у него мама вторая жена, а у его первой жены мама была одним из лучших реабилитологов в СССР. Она выхаживала вот таких детей, ставила их на ноги. И мой папа, который тогда был очень юный, он брезговал до них касаться. Он не помогал занести их в квартиру. Он честно считал, что это какие-то животные, которых вообще не нужно иметь поблизости. Он сам мне об этом рассказывал, когда я выросла. Вот. А потом с ним случилась большая любовь. Не мама, а я. Ну, в смысле, маму он, конечно, тоже любил, но про меня он всегда говорил, что просто с первого взгляда и навсегда. А так как мне диагноз поставили в год, он успел как следует влюбиться. И хотя ему потом все говорили, тогда это было принято бросать больных детей, ему все говорили: брось, зачем калечить себе жизнь, он не ушел. Несмотря на то, что давление общества на него было. Вот, он остался, и это тоже он мне рассказывал. Когда я выросла первый год, он сказал, что он первый год после того, как мне поставили диагноз, боялся подходить ко мне, в смысле не мог. Подходил и отворачивался. Я этого не помню. Вот. Я помню, что папа стеснялся меня на улице, такое было. Но папа очень-очень меня любил. Это всегда чувствовалось, чувствуется до сих пор. Ему больно, ему страшно, он иногда делает мне ужасные комплименты. Ну, типа, смотрит на меня грустно, говорит: ну ничего, зато ты у меня Умная. не хабалка. Да. Или там еще что-нибудь. В общем, стараюсь найти какие-то плюсы, хотя ему, конечно, сложно. Вот, но он очень меня любит. Мне в этом смысле очень повезло. Все люди по-разному выражают свою любовь. Вот у меня, у папы, она чувствуется во всем. Во взгляде, в дыхании, в том, как он обнимает тебя. Он очень такой эмоциональный, слава богу. Я никогда так счастлива не жила, как с ней. Вот это когда каждый день ты просыпаешься, и это такая радость, такое счастье. И мне очень жаль, что наше время выпало на войну. Я не очень много пришлось пожертвовать, чтобы быть рядом со мной. Она тоже уехала из России. Конечно, вся эта история с тем, как я опасно живу, она на ней сказывается сильно. Потому что у нас плохая звукоизоляция в квартире, точнее, как хорошая звукоизоляция, но вот с лестницы все слышно. И когда, например, хлопает дверь соседей, и она вздрагивает. Или вот недавно я была в какой-то поездке, не помню где, и Яна мне позвонила, сливали воду с батареи, и шумели батареи, и ей показалось, что кто-то лезет. Да, ну то есть вот такие вещи. И мне очень хочется, чтобы она рядом со мной была счастлива, и я все для этого делаю. Но ей тяжело, потому что она боится, что меня могут убить. Она очень боится, что я могу умереть, и для нее это очень сильно отравляет жизнь. Как ты воспринимаешь уровень опасности, при котором живет Елена? Ты знаешь, я совсем об этом не думала, когда только познакомилась с ней, или мы начали жить вместе. Но вот та история, что я боюсь сейчас разных шорохов, скрипов и прочее, когда к нам вошли полицейские в дом, первое, что они сказали, какие окна очень легко застрелить. И первый раз, когда я испугалась за Лену всерьез... Снизу дострелить? Нет, с другого балкона. Из дома напротив. Вот. И первый раз, когда я испугалась за Лену, был, когда она была на войне, и мы с ней созванивались ночами, чтобы спать. И мне было спокойнее, когда я видела, что видеосвязь идет, и она дышит. И ей, наверное, тоже, не знаю. И однажды, когда мы разговаривали, взорвался соседний дом от того места, где она. Вот. И я помню этот месяц войны, когда ее не было. Я не могу сказать, что я боялась, но я просто каждую секунду
как будто вымаливала, чтобы она ко мне вернулась. Я думала, вообще больше ничего в жизни не загадаю, только пусть будет жива. И это ощущение, оно, к сожалению, осталось. Оно начало чуть-чуть проходить, но потом вот у нас начались проблемы с безопасностью. Я до сих пор живу в таком вот. Лишь бы только в живых она осталась, и тогда все будет хорошо. Ты автор первого свидетельства от первого лица, которое показывало, что российские войска присутствуют на Донбассе. Да. Это интервью с танкистом из Бурятии. Да, Ему на момент этого интервью было 20 лет. да, Сейчас 28. да. Ты знаешь, как сложилась его жизнь? Опосредованно. Ну, в смысле, Он жив? он жив. Я не знаю, насколько это тоже подробно надо рассказывать. Ну, я знаю, что он жив, что он закончил университет, что у него очень, ну, что ему очень тяжело, конечно, потому что у него полностью обгорело местами, даже сгорело лицо и руки. И, конечно, его максимально восстановили, но это все равно тяжелая жизнь. Я не имею права с ним непосредственно общаться. Почему? Ну, потому что, когда вышел этот текст, это был как раз первый случай, когда мне пришлось уехать из России ненадолго совсем, на 3 недели. Ну, просто мне позвонил Муратов и такой, типа, пожалуйста, уедь. Он боялся, что тебя посадят за госизмену. Да. Тогда была реальная... Ну, то есть, по сути, как бы что, собирались сажать меня, Муратова и Лену Рачеву. Нас 3. И был разговор у Муратова по этому поводу с, ну, так скажем, с одним из руководителей Минобороны. И это был, кстати, смешной разговор. Там на этот разговор военная разведка принесла заключение о том, что они все выяснили, как я брала это интервью, что я оказывала Дорже Батмункуеву услуги сексуального характера. И он, короче, под воздействием моих чар женских говорил мне какие-то вещи, которых на самом деле не было. И Муратов такой-то все слушает, говорит, а вы знаете, что она лесбиянка? Я такие, вот. Ну, короче, тогда была договоренность, что я больше не связываюсь с ним. Они, в свою очередь, делают ему... То есть они, несмотря на то, что они его уволили из армии, они ему выплачивают все выплаты, которые полагаются, что они ему делают все операции, максимально его реабилитируют. Ну, то есть, что вот все с ним, короче, хорошо потом. Вот, и они свою часть сделки выполнили. Я тоже свою часть сделки выполнила, то есть мы с ним не разговаривали. Я недавно разговаривала, ну как недавно, тоже какое-то время назад, разговаривала с другим раненым солдатом, который тоже в тот момент лежал в этом ожоговом отделении Донецкой больницы. Собственно, я сначала к нему подошла, но он не захотел со мной разговаривать. Потом я подошла к Дорже, и он захотел. Вот. И этот солдат просто вышел на меня. Он был, мне кажется, не очень трезв. Но он просто вот рассказывал, как у него тоже жизнь складывается. Расскажи, как? Он воюет? Нет, он не воюет. У него тоже очень серьезное ранение. Он получил инвалидность и вернулся к себе в село. Какая-то, как он сказал, беспросветная жизнь. Он понял, для чего он был на той войне? У него случилось, не знаю, озарение, раскаяние, переосмысление? Ты знаешь, об этом сложно говорить, потому что... Ну вот когда тебе человек звонит спустя много лет и говорит,
а мы все правильно делали. Вот ты считаешь, что он верит, что они все правильно делали? Я не знаю. То есть тебе кажется, что он зазомбирован? Мне не кажется, что он зазомбирован. Мне кажется, что людям, которые участвовали в захватнической войне на территории другого государства, которые были ранены, им очень сложно сказать себе, что это было зря. Родственникам тех, кто погиб, тоже очень сложно сказать, что это было зря. Я думаю, что переосмысление происходит, и он ему сопротивляется. И, собственно, вот этот вот звонок мне спустя столько лет, когда он говорил, что что он инвалид, что нет работы, а впереди беспросветная жизнь, но мы все делали правильно. Это вот такой жест отчаяния на самом деле. Или признак сопротивления? Или признак сопротивления. Мы не знаем. Ты писала про Кущевку, про то, какие ужасы происходили там, когда ею правили цапки. И Катя Гордеева в интервью ты рассказывала, что ты искала девушек, которые подвергались изнасилованию, в медучилище. Да. Ты приходила и просто призывала их прийти, те, кто это пережил, и кто готов об этом поговорить. И ты произнесла там фразу, что не буду же я искать их через преподавателей этого медучилища, большинство из которых все об этом знали, но никому не говорили. Да. Почему они никому не говорили? Там были великолепные объяснения. Что я против такой силы. Было... там же на самом деле насиловали не только девушек из Кущевского медучилища, там еще был Северокубанский институт, подразделение местное. Там было еще школы. В школу они тоже приходили на дискотеки. И меня больше всего потрясла история, когда учительница школы рассказывала, говорит, они приходили к нам на дискотеки, мы их пускали, потому что кто-то из них наш выпускник, кто-то друг нашего выпускника. Девочки пугались, прятались в туалете. Но скромных девочек они не брали, брали ярких. И в школе они никогда их не брали. Но у нас, когда из школы выходишь, там есть такое место, где типа автостоянка, где темно. И мы там ничего не видели, потому что там же темно. И она была в таком еще в этом, потому что ее допрашивали полицейские. И она такая, говорят, что мы должны отвечать за безопасность учениц. А кто за мою безопасность ответит? Это было как одна из преподавательниц вот этого Северокубанского института сказала, говорит, да, мы все ответственны, но еще с 1937 года что-то там. Были люди, которые пытались мешать. Были люди, которые пытались мешать. Я разговаривала с одной из преподавательниц медучилища, которая встала однажды просто на пути у цапка, который шел. У главного? Нет, не у главного, у какого-то, по-моему, это был цаповяз. Встала на пути у цапка, который шел, собственно, в классную комнату выбирать себе девчонок. И он просто начал перед ней стоять, молча раскручивать какую-то цепь. Она говорит, я обомлела, что я против такой силы. Я стою и вижу, как наш физрук идет, мимо. И я к нему потом подхожу, а почему ты не встал рядом со мной? А он говорит, у меня были дела. На самом деле, была попытка сопротивления со стороны преподавателей. То есть как раз ректор этого Северокубанского института, филиала его Кущевского, Галина Крошка, она написала письма в Генпрокуратуру, в Краевую прокуратуру, в губернатору, в газеты.
о том, что, как она написала, происходят систематические факты насилия над нашими студентами. Там не было слова «изнасилование», но когда было общестуденческое собрание, на котором были журналисты, они стали про это говорить, сами дети. И, в общем, ей были всякие угрозы, а потом кум Сергея Цапка, Александр Ходыч, который возглавлял местный РУБОП, то есть Управление по борьбе с организованной преступностью, он и его товарищи завели на Галину Крошку и Наталью Сивцеву дело о том, что они типа торгуют липовыми дипломами. Их посадили, и в заключении Галина Крошка пережила 2 инсульта и сошла с ума. А Наталья Сивцева ослепла. И многие преподаватели, с которыми я разговаривала, они говорили, что до того, как это случилось с Крошкой и Сивцевой, они еще как-то пытались сопротивляться, а потом уже стало все понятно. Ну, а что возразить той преподавательнице, которая говорила, а кто о моей безопасности подумает? По сути, попытка хоть какого-то сопротивления, это просто значило быть героем. А тяжело от человека требовать героизма. Юр, ну есть какие-то вещи, мне кажется, которые... Ну вот ты учительница в школе, у тебя насилуют школьниц. Я не оправдываю, разумеется. Я тоже, понимаешь... в ее положение пытаюсь войти хоть как-то. Я понимаю, Ну, то есть то, что переживали кущевцы 20 лет, пока это все не всплыло наружу, это просто чудовищно. И вот этот вот нарратив про то, что не требуйте, не осуждайте нас и не требуйте от нас быть героями, он, в принципе, в Кущевке общий. То есть люди говорили, что ну вот ты там, идешь, убиваешь Цапка, героически погибаешь, а следом не героически погибает вся твоя семья. Но понимаешь, в чем проблема, Юр? Кущевка же, она не в безвоздушном пространстве была подвешена. Это территория России. И получается, все ветви власти, все правоохранительные органы, суды, прокуратура, Следственный комитет — это не были места, куда можно было прийти за помощью. Потому что вот о тех же фактах изнасилования не все решались писать заявления, но некоторые писали, и уголовные дела не возбуждались по этим заявлениям. Некоторые люди пытались найти баланс. Например, директор вот этого Кущевского медучилища, он собирал, у него была папочка, которую он мне показывал, где он фиксировал все факты насилия над студентками и нападения на студентов, потому что они тоже были, и все вот свои какие-то эти. И он просто вот собирал эту папочку как свою какую-то защиту и оправдание. И он по этим фактам обращался к Сергею Цапку как к районному депутату, потому что Сергей Цапок был депутатом от «Единой России». Потом он пошел выше, он стал депутатом, там был Совет молодых депутатов в Краснодарском крае, а его правая рука, собственно, занял его место тоже в районном совете. И он собирался баллотироваться в Госдуму. Он даже был на инаугурации Медведева. Он был на инаугурации Медведева, да. Ну, то есть, понимаешь, я просто очень много думаю про это все. И ты знаешь, да, что по Кущевке сняли сериал «Станица». Такой сериал. Они просили сначала Быкова снимать этот сериал, но он отказался. Сначала согласился, потом отказался, снял какой-то другой режиссер. И там они очень смешно решили эту проблему с тем, что
невозможно было у государства попросить защиты, потому что эти бандиты, собственно, и были государством на этой территории. Как они решили? Что из Кущевки невозможно было уехать. Там на всех дорогах стояли бандиты, и вот как только ты пытаешься уехать из Гущевки, они тебя ловят. Вот. В предпоследней, по-моему, серии, я просто это смотрела вот такими глазами, в предпоследней серии там женщина, которая несет всю правду до Москвы, она типа плывет на лодке, короче, что-то она на лодке, что-то куда-то плывет, и она доезжает до Москвы, и идет ФСБ, и они такие, да, сейчас мы поедем, все решим, и они едут, но чуть-чуть не успевают. Чуть-чуть не успевают, и типа убивают 12 человек. Но они уже ехали спасать. Какое говно. Прикинь. Ты рассказывал, что в том числе тебе удавалось найти общий язык с этими девушками, потому что ты рассказывал свой опыт, когда тебя чуть не изнасиловали. Да. В книге ты пишешь об этом. Когда случился теракт, взорвали Сапсан в районе Малой Вишеры, ты ехал туда, можно было добраться только через Тверь, ты доехал на поезде до Твери, а из Твери надо было ехать на такси. Угу. И тебе попался таксист, вот эту всю мерзкую, липкую, страшную сцену того, как он тебя чуть не изнасиловал, ты описываешь в книге. Ну, у меня были, в смысле, я не этот случай рассказывала девочкам. У меня были случаи, когда меня реально пытались изнасиловать, прям вот уже все. На меня один раз напали в ночном трамвае, который шел с Шаболовки до моего общежития. Я в Дасе жила. Шверника. Да, на Шверника. Вот. И я села во второй вагон. Я не помню, почему это сделала. То есть второй вагон, где водитель не видит. Угу. Я ехала одна, а потом зашел какой-то мужчина. Я краем глаза просто увидела, что он зашел. Он сел. И потом в какой-то момент он просто схватил меня за шкирку, прижал, поднял, прижал к стене, трамвая, вот этот. И перевернул и начал расстегивать на мне джинсы. Вот. А я ехала с тренировки по рукопашке. И, видимо, из-за того, что я до этого 3 часа дралась, я как-то очень автоматически отреагировала. То есть я ему ударила головой в переносицу и руками в солнечное сплетение и ногой в пах. И он просто упал назад. И дальше я его избивала. И я очень боялась, что он встанет. И я его так била. Мне кажется, я ему сломала несколько ребер. И я думаю, что если бы трамвай не остановился, я бы могла его убить. У меня просто совершенно не было никаких внутренних границ. И трамвай остановился, и я вышла на остановке. Это была моя остановка. И я прям побежала в общежитие, и там... А я очень юная еще была. Сколько мне было? 18, может быть, или 17 даже. И охранник, который сидел, я к нему прибегаю, говорю, где здесь полиция? Он говорит, а что случилось? Я говорю, меня пытались изнасиловать. Он такой, что случилось? И я поняла, что если я увижу еще одну ухмылку, я не смогу жить больше. И я поднялась домой, легла спать. А на следующий день я проснулась и поняла, что я не помню лица этого человека, который на меня напал. То есть я помню, как он был одет. Он был в таком плаще цвета хаки, такой, знаешь, зеленый, выцветший. Mm-hmm. Вот он был в таком плаще, он был в черных брюках. Я помню, как он одет, какой он рост, но я вообще не помню его лица. И я не пошла в полицию. Я очень-очень об этом жалею сейчас, потому что я думаю, что он был настолько уверен в том, что он делает, что я думаю, что я была не первая. А второй раз меня пытался изнасиловать друг моей семьи. В Ярославле? Нет, в Москве. Вот.
И там меня спасло буквально чудо. Ну, то есть буквально чудо. Он меня избивал. А как вы оказались в одном помещении? У меня были проблемы с квартирой. Ну, то есть я снимала квартиру тогда. И однушку в складчину мы снимали, знаешь, это называется углы. Вот. И вот один угол снимала я, один еще одна девочка, еще одна девочка. В общем, короче, там была такая ситуация, что надо было съезжать, короче. И мне нужно было время, чтобы найти другую квартиру. И я попросила с него пожить. У меня совершенно не было никаких задних мыслей, ну, в смысле, вот. Сколько ему лет? Он старше был? Он был старше, да. Он был старше. Ну, и, в общем, в тот вечер я ему сказала, что я нашла квартиру и буду съезжать. И он решил меня изнасиловать. И он меня бил, и потом у меня, ну, короче, кровь потекла из носа, и я его заляпала. А он такой брезгливый чувак был. Вот. И он пошел мыться. Вынул какую-то херню из двери, чтобы дверь нельзя было изнутри открыть, из замка. Пошел мыться. Это был, ну, ночь, и я попыталась вызвать полицию. Я звоню там шепотом, там, та-та-та-та-та-та. Ну и девушка такая, оператор, говорит, адрес. Какой адрес? А я, видимо, была в таком шоке, что я помнила улицу, помнила дом, но не помнила квартиру. Я говорю, я помню улицу, помню дом. Говорю, человека зовут так-то. Говорю, пробейте его, пожалуйста. Типа, пожалуйста, приезжайте. И она такая, ну, блядь, опять сумасшедшие звонят. И просто вешает трубку. А я понимаю, что он сейчас выйдет из ванной. И я позвонила маме. И она взяла трубку ночью. И дальше он, когда уже вышел, увидел, что я с телефоном, он такой, я сейчас тебя урою, типа пошел на меня. И тут она ему позвонила на сотовый. И он ей начал рассказывать, что ничего такого не происходит, что мы просто с ним поссорились, и я хочу уйти куда-то в ночь, типа там опасно. И он типа меня просто уговаривает остаться до утра, и все нормально. И что он мне дал пощечину, чтобы я пощечину одну, что он мне дал пощечину, чтобы я как-то типа пришла в себя. И мама реально вешает трубку, и он идет на меня, и тут мама звонит мне и такая, Лен, ну может тебе правда переночевать? Зачем ты сейчас куда-то пойдешь? И я говорю, мама, мне надо выйти отсюда. Вот. Ну и все, он понял, что как бы уже знает еще один человек. Открыл мне дверь, сказал, выметайся. Ну и все, я ушла. А кто он твоей маме? Сын ее подруги? Просто знакомый? Нет, он изначально мой был знакомый, а потом мы подружились, и я познакомила их с мамой, и мы как-то все вместе стали дружить. Вот. Но он не маминого возраста, он младше? Он младше, да. Вот. Ну, в общем, вот эти истории я рассказывала девушкам в Кущевском медучилище. Я прям встала в холле и подробно, вот как тебе сейчас, я это все рассказывала. Прямо в 2 шагах от нас церковь. Мало того, что она расписана граффити сзади, окей, но там надписи в радужном свете прямо при входе. Да, там написано «Любовь» на английском, на немецком. ЛГБТ-символы внутри церквей здесь в порядке вещей. Да. Тут бывает, что ты приходишь, а в церкви на алтаре радужный флаг. Объясни людям, которые более консервативны, чем мы с тобой, почему это норм. Когда ЛГБТ-символика есть даже внутри религиозных храмов. Потому что когда церковь живая, она находится постоянно в состоянии разговора, да, внутри религиозного сообщества, вне религиозного сообщества. И сейчас здесь есть консенсус, что Бог есть любовь. И любовь примерно больше, чем все.
Вот как раз в эту церковь мы ходили с моей девушкой тут была праздничная служба на 14 февраля, и у меня просто был взрыв мозга, потому что, я ждала, что я зайду внутрь, и там будет, вот алтарь, вот, где сидеть, священник сказал, все встали, священник сказал, все сели, а там все стулья поставили в такой большой круг. Священница, это была женщина, села на один стул, прихожане сели на другие стулья, и дальше они 2 часа разговаривали про любовь. Что это значит для них, как об этом говорится в Библии, и как нам это лучшее понимание любви может помочь жить каждый день более достойно. И потом, когда служба закончилась, этот разговор, дети, которые тоже были, они все стали подбегать к этой священнице, там, хватать ее за руки, там, кататься там, на коврах, там подушечки были какие-то, кто-то на подушечках сидел, кидаться подушками. И это тоже все было окей. То есть, потому что почему нет? Здесь не во всех церквях, но очень часто церковь — это такое место радости, принятия, место, куда ты можешь прийти со своей болью, со своими страхами и честно об этом поговорить. Это очень круто. Священники геи — это же тоже в порядке вещей? Смотря какая конфессия, здесь есть большая разница. То есть, по-моему, та священница, которая вела, например, вот эту службу, это была лютеранская конфессия, и они, я знаю, гораздо более открыты к таким вещам. Католики, я не уверена. Я знаю, что католическая церковь, местная католическая церковь, они решили, что к 2026 году они собираются венчать гей-пары. На самом деле сексуальная ориентация, она довольно незначительно определяет человека. В смысле, она, с одной стороны, определяет его очень значительно, потому что это про то, кто ты, кого ты любишь, где ты видишь красоту, но она никак не влияет на твой моральный облик, твои моральные выборы. Я в каком-то интервью однажды слышала, я не помню, к сожалению, кто он был. Американцы разговаривали между собой, и один из них был ЛГБТ-активистом, и интервьюер его спрашивает, какая ваша самая долгосрочная цель, то есть к чему вы стремитесь. И он сказал, я бы хотел, чтобы, когда про кого-то говорят, что он гей, это звучало так же, как он из Айовы. Какая-то подробность жизни человека, которая, интересная, важная, но которая не определяет его целиком, потому что она не определяет нас целиком. Ты гомосексуальна или бисексуальна? Гомосексуальна. Да. Когда ты поняла, что тебе нравятся девушки? Слушай, очень поздно. У меня, к сожалению, была крайне неудачная реабилитация, операции и прочее. Очень долго мне было просто больно, если до меня дотрагивают кто угодно, с какой угодно целью. Потом у меня появилась потрясающая реабилитация, которую я в итоге выучилась. Мое тело пришло в порядок, я была бесконечно счастлива. И на этой эйфории и счастье я узнала, что я предпочитаю девочек. Я понимаю, что для многих в России это могло бы стать трагедией, но так как я была человеком, у которого очень долго вообще были нарушены все реакции, я была совершенно счастлива. А потом довольно быстро, может быть, через год или через 2 я встретила Лену и первый раз в жизни влюбилась так, что просто невозможно было ни дышать, ни думать, совершенно без памяти. Мы когда 3-й раз встретились, Лена про что-то говорила, а потом сказала, и с твоим диагнозом, я такая, а какой у меня диагноз? То есть до такой степени я забывала, что со мной что-то не так. Насколько тяжело в России, насколько тяжело, когда у тебя ДЦП и когда ты представитель ЛГБТ? Слушай, я не совсем успела это узнать, потому что меня так масштабно травили про ДЦП, что к тому моменту, когда я поняла, что я еще и лесбиянка, это странно прозвучит,
Но это было намного легче. Я думала, что это будет сложно опять попасться в гуманитарную группу, потому что я знала, на что это похоже. Это вечное снисходительное милосердие, которое ты встречаешь везде, и грубость, которую ты встречаешь просто так, и хамство, и признания, которых ты не просишь, и постоянные попытки схватить тебя, там, облапать, делая вид, что тебе помогают идти по лестнице. Ну, то есть это очень тяжело. И тут Прости, что? Ну, в России, возможно, везде, но я жила только в России долго, у людей с особенностями, считается, нет своего мнения. Например, если я отказывалась от помощи, люди могли начать на меня кричать или силком отнимать у меня вещи, которые они решили за меня донести. Или, например, вот у меня был такой случай. Ты помнишь, на площади Революции солдат и собака, и собаку затерли нос, да, потому что на счастье. И я там очень долго работала на этой станции, и очень часто люди, которые гладили собаку, гладили меня тоже по голове. Я не знаю, зачем. На удачу, на свою, на мою. Но вот ты идешь, и тебя, как эту собаку, треплют по голове. Это было постоянно. Типа, когда ты равняешься. Да, да. Вот человек в этот момент треплет собаку, ну, тебя потрепал. Потому что ты не совсем как бы человек, а что-то особенное. Тварюшка. Вот. Или вот я, например, шла мимо того же поезда, и я так посмотрела, а там много народу, и решила туда не заходить. Решила почитать книжку на следующем. И мужчина какой-то вытянул руки, схватил меня и затащил в поезд. Он решил, что я переживаю, как я войду, но спрашивать не обязательно. Вот. На этом фоне то, что я наконец-то узнала просто факт, просто про себя, ну, это я. То, как ко мне относится общество, это однозначно проблема общества, не мои. Есть ли лекарства от гомофобии? Например, есть какая-то, ну вот в ЛГБТ-сообществе есть какая-то, слово методичка не хочется произносить, но есть какой-то вот набор факторов, ссылок, рекомендаций для людей, которые к геям относятся плохо, а ты несколько аргументов назовешь? Угу. И что-то, возможно... А какие? Вот, если коротко. Мы такие же люди, как вы. Абсолютно. И из-за того, что мы такие же люди, как вы, ну, вот прям такие же, ну, типа, голова, руки, ноги. Кого-то любим, кого-то нет. Чего-то боимся, о чем-то мечтаем. Вот платим налоги, работаем, хотим перемен к лучшему. И мы часть человеческого общества. Мы должны иметь такие же права, как вы. Потому что если кто-то не равен, никто не равен. Если у кого-то нет прав, это значит, что завтра прав может не оказаться у тебя. И есть еще очень простой аргумент, что чисто статистически каждый из нас знает кого-то из ЛГБТ. Каждый. Но чаще всего, если спросить человека, знаешь ли ты там гея, лесбиянку, знаком ли ты с трансгендерами, человек скажет, нет, я не знаю. И это значит, что те люди, которые рядом с тобой, они не доверились тебе. Они не доверились тебе. Они не уверены в том, что ты их не унизишь, не сделаешь их жизнь хуже, не предашь те отношения, которые между вами есть. Эти отношения между людьми, мне вообще, вот я про это очень много думала последний год. Вся моя жизнь, все, что у меня было, все рухнуло. И единственное, что устояло, это вот эти отношения между людьми. Понимаешь? Это самое крепкое, что вообще есть. Это то, что подхватит нас, когда весь мир будет рушиться. Это очень важно, когда тебе есть за чью руку держаться. И да, это может быть рука, не знаю, лесбиянки, моя рука. Но я тоже буду держать. Неважно, во что вы верите, неважно, чего вы боитесь, но у каждого из вас 5% шансов, что ваш ребенок будет ЛГБТ. И, наверное, вы хотите, чтобы ваш ребенок выжил, чтобы он жил счастливую жизнь, чтобы у него были права.
Давай про закон о запрете трансгендерного перехода Да. проясним. Поправляй, где я не прав. Раньше и в Советском Союзе, и в России можно было делать операцию по смене пола, если человек понимал, что он просто родился не в своем поле, он родился, например, женщиной, но внутренне ощущает себя психологически мужчиной. Там нужна была экспертиза Да, психологическая. обязательно. Не психологическая, а психиатрическая. Да. То есть этот диагноз устанавливал психиатр. И ему меняли пол. Да. То есть делали физически из женщины мужчину, из мужчины женщину. Да, это не только операция, это еще гормональная терапия. Это же Да, важная твое часть. тело изменяется. И, например, у знаменитого режиссера Кирилла Серебренникова отец был хирургом, который в Ростове сотни, тысячи операций сделал именно по смене пола. Разумеется, тоже в Советском Союзе. И сейчас все это запретили. Да, и это совершенно логично, что это именно сейчас запретили. Еще раз. То, что было разрешено в Советском Союзе, то, что, как я понимаю, разрешено в Иране, Да, теперь будет запрещено в России. да. А чем этот закон чреват? Большим количеством самоубийств? Да, этот закон чреват большим количеством самоубийств. И этот закон чреват тем, что люди, трансгендеры, будут каждый день жить в аду. Понимаешь? Каждый день. И это очевидные последствия этих законов. Мы не говорим про неочевидные последствия этих законов. Например, когда был принят в первой версии закон о гей-пропаганде в 2013 году, когда вот как раз впервые ЛГБТ определили как социально неравноценных, что само по себе очень фашистская формулировка, да, когда ты начинаешь делить людей на категории и говорить, что вот этим социально неравноценно. Вот этот закон 2013 года, сразу после него появилось гигантское количество неонацистских групп, которые начали охотиться именно на ЛГБТ, потому что государство обозначило их как уязвимых. То есть ты к тому, что после государства их ущемлять начнут просто люди. Да, потому что, к сожалению, некоторые люди чувствуют свою уверенность, когда они могут кого-то пнуть. Вот оно так работает иногда. И им важно понять, кого пинать, чтобы не получить сдачи. Вот трансгендерные люди в России сейчас — это люди, которых можно пинать, пинать и пинать. А люди, которые уже совершили трансгендерный переход, по ним это ударит? Их браки, если они в браке, будут аннулированы. И если они родители детей, усыновленных или удочеренных, их лишат родительских прав. А сколько трансгендеров в России? Порядок цифр. Трансгендерность во всей человеческой популяции 0,5%, то есть 0,5%. Люди с трансгендерностью рождаются, неважно, где они рождаются, в России, в США, в Иране, этот процент сохраняется. В России это получается 750 тысяч человек примерно. То есть 750 тысяч человек, которые абсолютно вне закона. Да. То есть в целом у них сейчас прав даже меньше, чем у геев и лесбиянок. Да. Твоя книга состоит из твоих материалов и глав, которые написаны, которые, как правило, предваряют эти главы. Да. Одна из глав — это твой материал, репортаж о жизни ОВД на окраине Москвы. Очень-очень давний. Да. Ты внедрилась туда, и они не знали, что ты журналистка. Один человек знал внутри. Один знал? Один знал, все не знали. Тебе же предъявляли за это, за то, что это неэтично с точки зрения журналистики. Но это... Коллеги, я имею в виду. Нет, коллеги мне не предъявляли такого, но это называется метод включенного наблюдения. Это действительно не очень этично, когда люди не знают, что ты журналист. Но это делается в тех случаях, когда есть высокая общественно значимая ценность информации, то есть не просто интересненько.
И второе, что ты не можешь эту информацию добыть никак еще. И, в общем, я там была стажеркой университета МВД Волгина. Ты просто пришла или ты где-то взяла справку, что ты на практику пришла? Нет, там была сложнее история. Я до этого где-то за год делала одно расследование, как банда ментов, гаишников и бандитов. Интересный состав. Да. Это на самом деле, не то что редкий состав. То есть у нас в России как бы принято судить ОПГ. Есть еще такое понятие, как ОПС. Организованное преступное сообщество. Это то, что было в Кущевской, например, да? Когда ты не знаешь, перед тобой там бандит или мент, это прокурор или глава группировки. То есть, когда настолько все переплетено, то, что называют словом «мафия». Но вот такие вот коллаборации бандитов с ментами, бандитов с судьями я как бы не раз в своей работе встречала. Это, частая история на самом деле. Да, я делала историю вот про эту группировку. Они убивали людей и перепродавали их дорогие машины. И когда этот материал вышел, мне через некоторое время позвонил высокопоставленный сотрудник МВД, умеренно высокопоставленный, так скажем, и сказал, что эта статья каким-то образом спасла его от какого-то служебного расследования. Он очень так обтекаемо говорил, и он такой: я звоню вам, вас поблагодарить. И я говорю: я вас вообще не знаю. Спасибо, что позвонили, я рада познакомиться. Но когда я писала статью, я понятия не имела о ваших служебных проблемах. Он такой: меня там должны были отстранить, и, может быть, даже там что-то, уголовка. Я говорю: я не знала про это все. Я писала вообще этот текст никак не для вас, вы мне ничем не обязаны. Он такой: я хочу вас как-то поблагодарить. Если у вас есть какая-то нерешенная проблема, если я чем-то могу помочь, запишите мой номер и позвоните. И дальше я 2 года думала, что не стыдно попросить у мента. Параллельно я как раз думала про то, что было здорово поработать внутри отделения полиции. Даже я думала сначала просто идти устраиваться, но я заранее стала узнавать про то, какие там проверки проходят соискатели. Я поняла, что меня довольно быстро выпустят, что я журналистка на самом деле. И я так попробовала. Сходила на каким-то кадровикам, а потом подумала: вот же, И он помог. Да, я ему позвонила, говорю: есть безумная идея. Он такой: хорошо, делаем. И он меня устроил. И никто больше не был в курсе? Один человек внутри отделения был в курсе. Он или она описывается там как один из героев? Встречается там как один из героев? Зачем мне это говорить? Окей. Там это стоит прочитать, хоть и этому тексту уже 14 лет, но то, как это работает, как они там во время работы раскуриваются травой. Ты курила вместе с ними? Да. Чтобы подозрений не вызвать? Окей. Если случается смерть, и они выезжают на вызов, они сразу же сообщают похоронному агенту за комиссию тогда по тем деньгам в 3500 рублей, да. И агент едет вместе с ними. И прочие штуки, от которых просто тошно. Когда это вышло, они же тебе позвонили. Угу. И что сказали? Они мне позвонили. Я вообще, когда это вышло, МВД, они позвонили, наверное, всем сотрудникам нашей редакции. То есть они секретарям звонили, кому только не звонили. Они пытались выяснить, что это за отделение. Потому что как раз, когда ты делаешь этот метод включенного наблюдения, так как люди не могут выбрать, хотят они с тобой общаться или нет, то ты должен их подумать, как их защитить. И я не указала, естественно, какое-то было отделение, поменяла имена, фамилии. И МВД потом звонила всем, они звонили, пытались выяснить какое-то отделение.
Ну, там знала 3 человека внутри редакции, никто не сказал. А потом уже, когда после этих всех звонков, вдруг звонит у меня телефон, и я вижу, что у меня номер дежурки высвечивается. Чтобы они поняли, что это они. Ну, что у меня номер дежурки высвечивается просто на этом. И я такая... Я думала, что их уже на самом деле, ну, то есть их как-то вычислили и что-то это. Я звоню, а они там просто сидят. Ну, и там один парень, который со мной разговаривал, он говорит: слушай, я тут сижу, тут вокруг меня ребята. Ну, короче, мы тебе звоним сказать, что круто ты нас развела. Я такая: спасибо. Я говорю: а как вы вообще, ну, вот вы прочитали же, что вы думаете? И он говорит: ну, тут, типа, некоторые очень злятся, но, типа, большинство нет, потому что ты все, ну, типа, описала, как было. Ты ничего, ну, типа, не придумала, не пинала там нас никак в тексте. Ну, то есть просто написала, что было. В 2021 году у тебя вышел текст из ПНИ, психоневрологического интерната. Ты провела там вместе с фотографом Юрием Козыревым 2 недели. Да, мы там жили. Прожила и увидела, как это устроено. Ты считаешь это своим главным текстом в карьере? Да, я считаю, что это главный текст, который я написала. Почему? Это текст про фашизм в концлагере. Потому что это тот текст, на котором я окончательно поняла, что в России фашизм. И я хотела, чтобы другие тоже поняли. Я хотела, чтобы люди увидели концлагерь изнутри, как это происходит. Потому что 177 тысяч россиян живут вот так и умирают вот так. Потому что женщин стерилизуют как кошек. Просто по письму, да. Давай прости. объясним. Речь про людей, которые родились или у которых обнаружили тяжелые психические заболевания. Нет. Ну, во-первых, нет такого понятия, как тяжелые психические заболевания, есть просто психические заболевания, у которых есть психиатрические или неврологические диагнозы. Это совершенно не обязательно, что люди на самом деле этим болеют. Там очень много, например, людей, которых просто, ну, которые выросли внутри ДДИ, это детские подразделения. Вообще у нас существует система сортировки. Если ребенок, отказник, его перед распределением, перед тем, как его отправляют из дома ребенка в детский дом, собирается комиссия, которая ему задает вопросы. И если ребенок отвечает на эти вопросы хорошо и правильно, он едет в детский дом для здоровых людей. А если он на эти вопросы отвечает нехорошо или неправильно, он едет в детский дом, интернат, ДДИ. И там этим детям всем ставится какой-нибудь диагноз. И потом эти дети автоматически практически перераспределяются в ПНИ. И там живут всю жизнь. В отличие от Лены и от многих других людей, я росла, зная, что концлагеря существуют. Они построены для меня. Я лечила с детства 1/3 детей, которые со мной лечились, минимум 1/3. Это были дети из детского дома, из интерната, и они точно все знали, что их дорога в ПНИ. Они рассказывали про ПНИ, они обсуждали ПНИ, они делились фотографиями, ну не фотографиями, там описаниями. Я видела, что их не учат, что я учила грамотности, учила писать письма их когда. Потому что большинство, ну, у многих родственники были в тюрьме, они мечтали научиться писать, чтобы писать им письма. Вот я учила писать их письма, учила разговаривать. Они боялись здоровых людей, они не могли, они двигались лучше, чем я, но при этом они не выдерживали травли в школе. У них не было здоровых друзей. Я всегда это знала. Среди прочего, там стерилизуют женщин. Да. Мне тяжело это произнести, чтобы они не рожали детей.
Да, их стерилизуют, чтобы они не рожали детей. Потому что они типа тоже родятся больными, или потому что, ну, по логике государства, или потому что за ними некому будет осуществлять уход? Потому что в уставных документах ПНИ не предусмотрено содержание женщин с детьми. Понимаешь, в принципе, нельзя стерилизовать людей, да, просто нельзя стерилизовать женщин, как кошек. Какие бы неудобства это ни доставляло государству, обществу и прочее, прочее, прочее. Не должно быть возможно залезть, разрезать женщину, перевязать ей трубы и выскрести нерожденного ребенка, если женщина сама этого не хочет. Абсолютно неважно, в каких условиях живет эта женщина, и есть ли у нее какой-то диагноз, сможет ли она заботиться об этом ребенке. Об этом ребенке. У нас есть система заботы о детях, о которых не могут заботиться родители. С этими женщинами обращаются так не потому, что они больны, не потому, что они родят уродов или что-то. С ними обращаются так, потому что они в глазах системы не являются людьми. Вот ты же кошку, когда стерилизуешь, ты же не спрашиваешь у кошки, хочет она быть стерилизована или нет. Вот у этих женщин не спрашивают тоже. После этих 2 недель и вообще после изучения этой темы у тебя возник ответ на вопрос, как должно быть правильно? Как вся система должна быть устроена, чтобы она не выглядела и не была фашистской? Этой системы не должно существовать. То есть ПНИ не должно существовать. Должна быть система помощи людям, которым тяжело жить самостоятельно. Неважно, по какой причине. Это может быть психическое заболевание, это может быть двигательное заболевание, что угодно. У нас сейчас этой системы помощи в принципе нет. Вот людям, которым нужна эта помощь, они должны ее получать. Некоторому человеку нужно, чтобы 24 часа рядом с ним кто-то находился. Некоторому человеку нужно, чтобы кто-то приходил раз в неделю и помогал со списком дел на неделю. Кому-то нужно, чтобы кто-то помогал ему оплачивать, счета за электричество, потому что человек не умеет читать. Государство и общество должно работать над тем, чтобы у этих людей была своя отдельная жизнь. Потому что они люди. И с людьми так обращаться нельзя. Ты знаешь, есть вот это вот представление про, что есть какая-то вот такая, суперграница между вот нами, такими классными, здоровыми, вот мы такие сидим хорошие в кадре, и вот ими. Вот тут вот в 5 метрах сидит Яна, моя девушка, у которой ДЦП. И люди с ДЦП, о которых не могут заботиться родственники, живут в ПНИ. Если человек с ДЦП, если степень поражения такая, что человек не может, например, самостоятельно обеспечивать себе жизнь, этот человек оказывается в ПНИ. Вот мы в одной комнате сидим. Почему так устроено? Исторически ПНИ придумали при Сталине после Второй мировой войны, потому что было очень много людей, которые сошли с ума на войне, и их надо было убрать с улиц, потому что советские улицы должны быть самыми красивыми. И с этих времен система ПНИ не поменялась вообще. У меня тоже была умственная отсталость. Знаешь, как меня поставили? Мама меня привела на комиссию, мне было 3, что ли, года. Я плохо помню, я помню только конец. И передо мной поставили кубик и спросили, это синий? И я сказала, нет. И дальше сказали, все понятно, идите отсюда. Я помню, как моя мама сидит на таком пыльной такой дороге, вся в камнях, рыдает и трясет меня и кричит, почему ты не сказала, что кубик синий? А я плачу и говорю, мамочка, он же голубой. И так я ходила с умственной отсталостью где-то до средней школы. Он был голубым? Он был голубым. Такой
синий-голубой такой яркий. Вот, я помню маму, я помню, как она плачет, помню из-за чего, лица врача не помню. И вот такую систему, вот это то, как бы, что меня ждало. Мне, конечно, всегда хотелось помочь себе. Наверное, это эгоизм, но мне всегда хотелось помочь себе. Поэтому я пошла сейчас работать в Kinesis, потому что я хочу, чтобы дети, которые не могут убежать, могли хотя бы уехать, чтобы они смогли выйти из дома, если их обижают родители, там, или не родители, или дети, или родственники, могли бы найти других детей, других взрослых, которые скажут им что-то еще, а потом что-то еще, потом что-то еще. Я росла, у меня был детский сад за окном, в который меня не брали. Мама каждый раз приносила меня на руках и говорила: ну, пожалуйста. Я до 4 вообще не ходила, а потом перебежками я отталкивалась от одной стены, бежала к другой, больше никак. И мама говорила: ну, пожалуйста, я буду на руках приносить. Можно, пожалуйста? Таких детей у нас нет, говорили они. А я была невыносима. Я пыталась ползком уползти в этот сад, потому что я видела других детей. Я была ужасно социальной, мне ужасно хотелось вот в эту толпу. И я помню из детства, как я жду, пока она уйдет, и выползаю в подъезд и пытаюсь ползком обогнуть дом, чтобы попасть на детскую площадку. Поэтому вот Kinesis выпускает коляски от 1,5 лет. Их не выписывает Россия детям, потому что считается, что дети до 5 лет слишком не развиты интеллектуально, поэтому на них собирает фонд. Я, да, хочу, чтобы дети поехали в детский сад. Хочу, чтобы они пошли в школу. Хочу, чтобы они дальше жили сами, одни, если захотят. Один из моментов путинской России — это агрессия в Грузии. Но она же началась не в 2008 году. В 2006 году была депортация грузин из России, и ты, шпионский скандал, так называемый. Да. И ты стала свидетелем очень трагичной истории, когда женщину, которая на Домодедовском рынке работала, ее депортировали, пытались депортировать, а ты ее вместе с другими журналистами отбивала. Да, ее звали Манана Джабели. Это было в 2006. Грузия тогда выслала российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Россия решила отомстить и всячески политически надавить. И начались вот эти вот облавы. То есть хватали людей на рынках, на улицах, проверяли документы. Если документы были грузинские, человека отправляли на депортацию. Неважно, если документы были в порядке, регистрация, никого это не волновало. Это все происходило довольно адово. При этом там Россия запретила грузинское вино, по телевизору рассказывали, что там грузины всегда были нашими врагами, на самом деле, они просто притворяются хорошими, эти грузины. Вот. И, в общем, на одной из этих облав на рынке задержали Манану Джабели. Она абхазская беженка, у нее в Грузии никого не было. Она из Абхазии, когда началась война, переехала в Россию. Да, у нее было 2 сыновей. Она торговала зеленью на рынке. И ее поймали, и их группами отвозили в суд. В ее группе было 11 человек, если я ничего не путаю. И, в общем, полицейские просто занесли документы и очень быстро, проштамповали им всем депортацию. А она была соседка моей подруги Иры Бергалиевой, которая была невероятной совершенно правозащитницей. И Ира мне позвонила, и я стала узнавать эту историю, стала про нее писать. На Манану всячески давили, чтобы она подписала согласие на депортацию. Она объявила голодовку. Ее тюремщики упрекали в непорядочности, что она непорядочно себя ведет, что она такую бучу поднимает, не разделяет общую участь молча. Долго не выдавали
решение суда, собственно, чтобы мы его могли оспорить, не выдавали на руки сыновьям, но подключилась как раз московско-хельсинская группа, которая сейчас тоже прекращена, ее деятельность официальная. И, в общем, мы подали апелляцию. Я про это все писала, и потом Манану привезли на суд, я ее впервые увидела. Это была такая пожилая женщина Ей было так неловко, что мы все из-за нее собрались. Ну, то есть просто... Но при этом и она очень старалась как бы, хорошо себя вести в суде, я помню. То есть прямо сидеть, четко отвечать на вопросы. Вот. И суд решил, что она должна быть, не должна быть депортирована, что у нее все в порядке с документами. Собственно, так и было. Как бы. И что ее должны выпустить из спецприемника. Но был вечер четверга, а в пятницу уже никто не особо не работает. Поэтому ей сказали, что ее выпустят в понедельник. А в субботу она умерла. В камере? Да. Сердце? Да, она просто не проснулась. И это для меня Это был первый раз, когда мой герой умер. Тебе 19 лет тогда было? Да. Ее сыновья уехали в Грузию и не возвращались? Нет. Нет. Ее хранили в самом большом кафедральном соборе Грузии, Самеба. И на ее похороны пришли, отпевали. И на это отпевание пришли и депутаты парламента, и министры, и беженцы, грузины, которых депортировали до этого, и просто люди. То есть это было большое такое собрание людей там. Вот. Все отпевали мертвую беженку из Абхазии. Ты уехала после войны? Я уехала сразу, как только поняла, что Лена не умерла. Как только Лена выехала из Украины, потому что до этого я думала, что надо оставаться, помогать организовывать похороны или искать тело, или что-то еще. Как только она выехала. Ты так думала? А что, много было шансов, что она вернется? Это просто невероятная удача, просто чудо вымаленное, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, может быть, я передергиваю, я не знаю, но мне казалось, что шансов не очень много. Вот, и такая вероятность есть, и мне нужно позаботиться о маме, обо всех. А потом, когда она не умерла и выехала, я села на самолет, поехала в Армению, потому что мне нужно было сделать счета. У нас же не было карточек, она уехала без всего. Вот, мне нужно было сделать счета и прививку, потому что иначе бы меня не выпустили тогда еще, и всех интересовал ПЦР. Вот, и все, я больше не возвращалась. Я думала, что мы уезжаем на чуть-чуть, но... Как ты воспринимаешь войну? Это самый большой позор государства, который вообще возможен. Самое чудовищное преступление государства по отношению, в первую очередь, к своим жителям. Я так считаю, когда государство начинает войну, это его преступление по отношению к своим жителям. Это те люди, которые доверили им управлять ими. Это те люди, которые доверили. Я очень просто, может быть, очень необразованно рассуждаю. Я как ребенок думаю, что государству нужно человеку ради 3 функций: ради безопасности, медицины, образования. Ну, это значит, что люди, которые на нас работают, а государство должно работать на людей, а не наоборот. Они подвели нас в самом главном — безопасности. Я считаю, что это чудовищно, что это позор. Ну, нет таких слов, чтобы можно было описать. Кроме того, я реабилитолог, и я училась реабилитации, я никогда не списываю со счетов травмы. Я понимаю, что тех людей, которые она не убила, а покалечила, у них тоже будет очень нищая, очень тяжелая, очень мучительная жизнь. Что это, если не преступление против людей, против человечества? У тебя есть материал «Трасса». Он тоже есть в книге. Да.
Ты живешь с проститутками, которые работают на трассе. Да. Как ты туда попала? О, это было очень случайно на самом деле. Мы с Аней Артемьевой, с фотографом, с которой я работала до Юры Козырева, мы ездили в соседний город по совершенно другой истории. И одна из наших героинь, она сказала, что она работает вот на этом месте, на трассе, продавщицей, и что у них там много всего происходит, и что у них есть вот эти вагончики с трассовыми проститутками. И мы с Аней решили просто съездить и познакомиться. И мы туда приехали. Это было очень смешно, потому что мы ей сказали, что попросили ее как бы рассказать, когда туда добраться, адрес. И она ужасно перепугалась, что вы такие молодые девочки, что с вами там будет? Боже мой, вам нужна охрана. И она была связана с местными криминальными авторитетами, и она у бандитов попросила нам 2 охранников. И, в общем, нас на трассу везли такая местная... Я не знаю, как это называется, блат-сообщество. 2 таких мужика в машине нас везли. В кожанах? Не, в футболочках-то лето было. Играл рэп у них очень громко. Вот. И, в общем, они нас довезли, и мы вышли, а они остались сидеть в машине, потому что эту трассу контролировали менты, эту точку контролировали менты. И появление, вот этих вот бандитских ребят могло ментами быть воспринято как, объявление войны. И, в общем, толком они нас в итоге не охраняли, мы просто сидели в машине, иногда там выходили курить и обозревали, что мы еще тут, что никто нас никуда не уволок. Вот. И мы, собственно, пошли вот к этим женщинам. Там у них снаружи вагончика стоял столик, там все ели, выпивали. Там женщины, клиенты. И, в общем, мы с ними там как-то познакомились. Мы тогда им не сказали в тот раз, что мы журналистки. Мы сказали, что мы просто здесь проездом, мы вот очень хотим поесть, можно ли нам с ними поесть. Они такие, да, конечно. В общем, мы там с ними ели, разговаривали всю ночь. А потом мы оттуда уехали, и дальше мы с Аней думали, как, собственно, сделать так, чтобы мы смогли там находиться. И мы просто позвонили этим девушкам и сказали, что, вы знаете, мы хотим написать про вас текст и хотим снять фотографии, как вы живете. И из-за того, что мы у нас была вот эта ночь, когда мы разговаривали, когда они видели, что мы их не презираем, не осуждаем, не считаем их грязью, они согласились. И дальше мы просто приехали отдельно к ним, и они знали, что мы журналистки, а клиенты не знали, что мы журналистки. А мамочка Света знала? Конечно, все знали. В смысле, со стороны девочек все знали, что мы журналистки. Но по отношению к мамочке текст заканчивается очень некомплиментарно. Ей грубит одна из девчонок, которая на нее работает, и та им мстит тем, что на ночь дает ее работать к самым отморозкам поселковым. Да. Она не реагировала потом никак? Нет. Мы, кстати, встречались. В смысле, когда вышел этот текст, один режиссер он очень загорелся, чтобы снять про этот фильм. И он попросил меня отвезти, познакомить его с девчонками. Я с ними поговорила, они такие да-да-да. Вот, и, в общем, мы туда приехали, и вот он какое-то время там был, и мы с ним тоже общались, разговаривали. Фильм не вышел, да. Когда вышли «Чики», фильм, который, в общем, очень классно показывает, что работницы этой сферы — это тоже люди, просто в сложном жизненном положении. Ты радовалась?
Да, я очень люблю этот фильм. Ну, в смысле, этот сериал очень люблю. Ну, то есть очень классно все сделано. И я не знаю, понимаешь, Юр, вот тоже мы сейчас с тобой за лексику засечемся. Ты сказала работница этой сферы. В тот момент, когда я писала этот текст, я тоже так думала, но прошло время, и теперь я скорее использую термин «проституированные женщины». На самом деле это всегда история про отсутствие выбора. И люди... Я потом много общалась с, как ты сказала, сотрудницей секс-сферы, с женщинами, которые работают в секс-услугах. И это всегда имеет, ну, типа, чудовищные последствия для них. Я знаю, что внутри этого сообщества есть разные взгляды на то, как все должно быть устроено. И есть организации секс-работниц, которые прям называют себя организациями секс-работниц, в том числе в России. Такие есть организации, которые борются за, ну, типа, лучшие условия труда. И это очень-очень важно, что эти организации есть и что эти голоса звучат. Но я сейчас не думаю, что вообще должно быть дозволено человеку покупать человека. Я за скандинавскую модель в этом смысле, что декриминализировать оказание услуг, но криминализировать их покупку. А там так? Да, да. То есть история про красные фонари и Нидерланды тебе не нравится? Нет. Мне она не нравится не просто как-то морально, эстетически и все такое. И я просто смотрела статистику, что когда происходит легализация проституции, резко увеличивается трафикинг, то есть продажа... Торговля людьми. Торговля людьми, да. Поэтому нет, мне кажется, это не... Ну, я бы не хотела, чтобы так было у нас. То есть в целом хэппи-энд чик — это... Он скорее противоречит статистике. Ловила ли ты себя когда-нибудь на том, что, изучая все эти годы разрушения, которые происходят в России, государственные, социальные, человеческие, в какой-то момент начинаешь разрушаться и ты сама? Ну, конечно, я разрушаюсь. Мы все разрушаемся, а потом умираем в конце. Лежим такие мертвые в гробу. Ну, в смысле, конечно. Мне приходится прям с какого-то возраста, мне кажется, я где-то до 25, наверное, всегда чувствовала себя прекрасно. Ну, в смысле, как всегда. То есть тоже разное бывало. Но у меня на все хватало сил. У меня всегда была ясная голова по утрам. Я могла работать 3 дня подряд без сна, и все было классно. И видеть какие-то страшные вещи, и типа потом выплакивать их, и все дальше нормально. Сейчас мне нужно больше поддержки для той же работы. У меня есть психотерапевтка, которая мне очень помогает, так как у меня тоже в результате моей работы есть рекуррентная депрессия, я получаю медикаментозную поддержку. Меня очень поддерживает моя семья, моя девушка, моя мама, моя сестра, мои коллеги и мои читатели поддерживают меня больше всего. И вот с этой большой поддержкой я могу делать свою работу, продолжать ее делать. Сейчас у меня на самом деле еще тяжелее, потому что после всей этой истории с отравлением у меня очень ухудшилось здоровье, я очень быстро устаю. Ну, то есть прям вот я в день могу работать 3 часа, потом я просто лежу пластом. Вот мы сейчас с тобой договорим, я пойду лежать. С этим очень тяжело смириться, потому что
И я привыкла, что мое тело меня слушается. И вот я, собственно, не так давно ушла из штата «Медузы», потому что я поняла, что я не тяну штатную работу. Я не могу поехать сейчас в командировку. Я не могу даже просто сидеть и на каких-то звонках. У меня бывают дни, когда я вообще ничего не могу. Вот если честно сейчас. Врачи говорят, что со временем должно стать лучше. И я уже вижу, что оно становится лучше. То есть недавно я проработала 6 часов. У меня был какой-то супер хороший день. Я просто встала полной сил. И я 6 часов проработала, как в старые добрые времена. Ну, в смысле, в старые добрые времена я и по 14 работала, но у меня была это очень большая радость. У меня моя психотерапевтка, мы с ней как-то обсуждали критерии взрослости, и она сказала, что взрослый человек должен понимать, что он не всемогущий, что не все, что он хочет сделать, он может сделать. У меня с этим всегда были проблемы. И я как-то это все разруливала, потому что у меня, правда, много получалось, я много могла, и как-то все работало. И сейчас, когда я в таком low point, у меня как раз вот эта вот тема, что давай, мы что-нибудь придумаем. Вот, она меня, конечно, очень внутренне тоже раздирает. Ты работала в «Медузе». Да. Это для многих просто новость. Я понимаю, еще бы я не написала ни одного текста за это время. Я, собственно, вышла на работу, и моим первым текстом должен быть, кстати, «Иран», а вторым «Украина». Но, видишь, не получилось. «Медуза», короче, великолепно себя повела во всей этой ситуации. Они дали мне врача, они дали мне адвоката, они все эти месяцы платили зарплату. И вот сейчас, когда я от них уходила из штата, они мне 20 раз все говорили, что ты не виновата, так сложилось, ничего страшного, мы будем рады с тобой работать дальше, в том формате, в котором тебе удобно. То есть просто такие люди. Почему я еще удивился этому? Ты в 2018 году на фоне скандала с харассментом в «Медузе» сказала про главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова. Человек, который осознанно творит такую хуйню, вызывая увольнение сотрудников, сомнителен как главный редактор. Каково тебе после этого было идти на работу, где Иван Колпаков по-прежнему главный редактор? Мы с ним про это разговаривали, конечно. В смысле, еще до того, как я туда пришла на работу, когда мы только обсуждали такую возможность, я ему задала эти вопросы. Он сказал, что он очень много придумал, что он чувствует себя виноватым, он чувствует, что было совершенно неправильно, что редакция его поддерживала, в том числе административно, что они внутри «Медузы» сделали этическую, не этическая, коммунистическая комиссия в «Новой газете» была, по-другому называлась, но по сути тоже такой как бы орган, который отслеживает такие случаи, в которые могут обратиться и который будет решать. И он сказал, что у них теперь есть комиссия, которая выборная, но куда не может войти ни он, ни кто из руководителей условных. И эта выборная комиссия, собственно, разрешает вот такие случаи. У нас в «Новой газете» тоже мы создали этическую комиссию, тоже после случая харассмента. И у нас это была очень эффективная структура. И так как он как бы проговорил, то, что он мне сказал, меня устроило. Я поняла, что я готова с этим человеком работать. И я не пожалела о таком решении. Да, просто в 2018 году твой настрой по отношению к нему выглядел так, что представить вас работающим вместе было невозможно. В 2018 году его сняли, а потом вернули на позицию главного редактора, и
была какая-то... это спровоцировало очень большой кризис внутри «Медузы». И он говорит, что, собственно, это не было сделано неправильно. Понимаешь? Но вот я, работая в «Медузе», я вижу, что он действительно отличный главный редактор. На что ты сейчас живешь? Прямо сейчас я живу на книжные авансы. Даже не книжные авансы, как это называется? Ну, короче, прямо сейчас я живу на деньги с книжки. Нет, я еще не живу на деньги с книжки, я их складываю. Прямо сейчас я живу на те деньги, которые мне платила «Медуза» все это время. Я еще не подъела их. Вот. Потом я буду жить на деньги с книжки. А еще моя девушка устроилась на работу, и ей платят зарплату, и это очень радостно. Ты много раз рассказывала, что у вас разные взгляды с мамой на то, что происходит с Россией в последние годы. Да. Ты рассказывала, что твоя мама говорила, что российские солдаты не могут делать того, что про них говорят в Украине. Да. Но при этом у вас по-прежнему отличные отношения. Да, потому что мы очень любим друг друга. И мы идем друг другу навстречу и разговариваем про все то, с чем мы не согласны. Это сложно бывает. И для меня, и для нее. Но она делает это усилие, я делаю это усилие. Как это происходит? Просто вот, как я понимаю, в такой ситуации, как вы, огромное количество людей в России, когда кто-то поддерживает Путина, а кто-то понимает, что Путин творит кошмар, ужас и преступления. И часто люди не общаются. И теплые отношения исчезают. У вас этого не происходит. Можешь чуть-чуть подробнее объяснить, поскольку есть ощущение, что это многим может пригодиться? Я всегда помню, что я ее люблю. И я всегда помню, что она меня любит. И я помню, что на то, чтобы ее обмануть, работает гигантская, накачанная деньгами и талантливыми, работоспособными людьми индустрия пропаганды. Моя мама смотрит телевизор. Она включает телевизор и видит совершенно другую реальность. То, что я хочу, во что бы она поверила, это очень страшный шаг. Поверить, что тебя обманывали и обманывают. И ты много лет в это верила. Поверить, что твоя страна от твоего имени вторглась в другую страну и убивает там людей. В том числе насилуя их, пытая. Что в твоей стране, в твоей самой любимой стране, а мы с ней обе, очень патриотичные, мы всегда так было, что в твоей любимой стране фашизм. Фашизм, который твой отец, с которым он воевал. А сейчас фашизм у тебя дома. Ей 76 лет. Я совсем не такой жизни для нее хотела сейчас. У меня был такой хороший план, Юр, прям отличный. В год, когда началась война, я уже решила, что я буду писать эту книгу, подалась на резиденции. Я хотела взять отпуск в «Новой газете», написать эту книгу, поступить на фольклористику в РГГУ, забеременеть, родить ребенка. И вот как раз под соусом, что «мама, у меня родился ребенок, я не знаю, где у него голова, где ноги, Господи, как менять памперс, как кормить». Я хотела ее перевести к себе в Москву, чтобы мы вместе жили. И у нас еще есть участок, мы его купили несколько лет назад. Это границы Ярославской и Костромской области в
деревне, где нет ни дорог, ни сотовой связи. Мы не богатая семья, поэтому мы там сначала поставили вагончик. Да, когда покупали этот участок, там были просто деревья, пни, заросли выше головы, крапивы и полыни, и за всем этим прятались фундамент сгоревшего дома, ну то есть просто полный трешак. И вот мы это все разгребали, потом поставили там вагончик. Потом к этому вагончику начали пристраивать, с деревенскими мужиками договорились, и нам пристраивали комнаты. То есть я громко говорю, что у нас есть дом, но это как бы не дом, это вагончик, вагончик с пристройками. Но выглядит он вполне себе, и в нем очень хорошо. И она очень много усилий вложила вот в этот сад и в это место. И для меня это тоже было всегда таким местом силы. И вот я придумала, что мы зимой живем вместе в Москве, а на лето мы уезжаем жить туда. И вот у нас будут такие очень счастливые годы, очень радостные. И это все было очень сложно организовать, из-за денег прежде всего, и просто. И у меня прям все получилось. То есть прям все получилось. Я отремонтировала квартиру, мы достраивали дом, то есть все получилось. И потом началось вот это полномасштабное вторжение, война. И этого будущего не будет. Будет какое-то другое будущее, в котором, я надеюсь, мы тоже будем рядом. Но этого будущего не будет. И я понимаю, что про это странно даже говорить, потому что столько людей за эти годы потеряли свою жизнь, своих близких, свои дома, свое все вообще. Но я точно хочу, чтобы мы не потеряли ту любовь, которая есть между нами. И я буду разговаривать с ней столько, сколько это нужно, и она будет разговаривать со мной столько, сколько это нужно. Хотя бывает очень тяжело друг друга слушать, и еще тяжелее друг друга слышать. Слышать, что тебе говорит человек. Потому что включается аффект, и ты начинаешь просто... Мне кажется, что за души людей надо бороться. Что это тоже какой-то процесс. Что нельзя, вот так сказать, они орки мерзкие, а мы хорошие котики. Они за Путина, а мы все правильно понимаем. В смысле, так можно сказать, но это дорога не ведет, по-моему, ни к чему хорошему. Это тоже какое-то признание своей беспомощности, и ты просто берешь и отдаешь людей этому всему. Зачем это делать? То есть я прекрасно понимаю, что бывает, что не хватает сил. У меня тоже бывает, что не хватает сил. То есть бывает, что мы орем друг на друга. Она на меня наорет, я на нее наору. Все. Потом на следующий день перезваниваемся. Что, как дела? Как ты себя чувствуешь? Ты говорила, что очень хочешь детей. Война это никак не поменяла? Я, наоборот, на войне как раз поняла, что мне точно надо рожать с ребенком. Там, на войне бывают такие моменты, когда ты прям остро чувствуешь свою смертность. Что прямо сейчас ты можешь умереть. И я обычно, когда это со мной случается, я думаю, окей, о чем я жалею? Если я умру прямо сейчас, о чем я жалею? И, как правило, оказывалось, что ни о чем. Жила как хотела, любила, меня любили, делала вещи, которые считала важными, писала тексты, видела жизнь. Все хорошо. А тут у меня была такая ситуация, как раз из Херсона я выезжала, и там 2 дороги есть из Херсона до Николаева. Одна через Чернобаевку, другая через Станислав. И мы с водителем сначала попробовали
через Чернобаевку выехать, и мы прошли 2 российских блокпоста, и на 2-м блокпосту нам военные сказали, что вы можете ехать дальше, но следующий блокпост вас расстреляет. Я говорю, мы же на гражданской машине. Они говорят, нет, у них приказ расстреливать все машины, которые идут из города, неважно, гражданские или не гражданские. У них это у кого? У российских военных. Вот тот блокпост, который ближе к Чернобаевке. И мы такие развернулись, заехали в соседнюю деревню, поговорили там с местными мужиками, потому что мы думали, что, может быть, как-то можно по посадкам проехать. И они говорят, нет, там везде сидят солдаты, и они стреляют во все, что движется. Нет. Мы вернулись обратно в Херсон и поехали по той дороге, которая через Станислав. И тоже мы прошли там пару блокпостов, и на следующем нас останавливает мужик и говорит, все, дальше я вас не пускаю. И там такое гигантская очередь машин, в основном женщины, дети тоже, которых он не пропускает выехать из оккупированного Херсона. И мы заехали, опять же, в деревню соседнюю, проехали по дороге вдоль поля и выехали у него за спиной. И поехали дальше. И я понимала, что, если он обернется, то нам пиздец. Машину расстреляют. Но он не обернулся. А на следующем блокпосту нас спросили, разрешили нам предыдущий блокпост. Мы сказали, что, конечно, да, у нас особые обстоятельства. И все. И когда мы этот блокпост пересекли, я такая, все, я осталась жива. Но вот когда мы ехали на этом отрезке пути между этими 2 блокпостами, я чувствовала прям, спиной чувствуешь, что вот сейчас он может обернуться. И я думала, о чем я жалею? И в голове всплыли очень странные вещи. Я жалела, что я не увидела Венецию, потому что Венеция — это любимый город Яны, она про него столько рассказывала, и я очень хотела увидеть, что я не увидела, не успела. А второе, что я не родила ребенка. И сейчас, когда все настолько даже непредсказуемо, не то слово, да? То есть я не знаю, есть слово, чтобы описать нашу жизнь сейчас, Юр? Нет слова. Казалось бы, совершенно безумие, да, рожать ребенка. И для меня это особенно странно, потому что я как ребенок 90-х всегда очень задрачивалась на такую вот, чтобы у ребенка все было стабильно, чтобы у ребенка все было, чтобы у него было жилье, чтобы у него была еда, чтобы все было хорошо, чтобы не было 90-х, да, понимаешь? И а сейчас, когда вообще полный трындец, я думаю, что надо рожать, и я все пытаюсь себе как-то рационализировать это, а потом понимаю, что я просто хочу. И еще я понимаю, что Путин и эта война отняла у меня столько, что я не могу ему дать еще своего будущего ребенка, понимаешь? Я просто не могу, я не буду этого делать. Я рожу ребенка, я буду мамой, я буду очень счастлива. Ты запланировала это как-то? В процессе. Опять упомяну проблемы со здоровьем. В процессе, но я надеюсь, что это какие-то совсем ближайшие планы. Я попробую забеременеть зимой. По-разному может пройти. Надеюсь, получится с первого раза. А ты уже понимаешь, кто будет биологическим отцом? Да, я договорилась со своим другом. Причем, знаешь, так странно, он совершенно тоже прекрасный человек, очень умный, очень красивый, то есть вообще просто лучшего донора желать нельзя. И мы с ним договаривались, мы с ним про это разговаривали еще на самом деле до войны, позапрошлым летом, получается. То есть я просто понимала, что, в принципе, это какая-то тема ближайших лет.
И я спросила его, готов ли он стать донором. Он сказал, что да. И я ему очень строго проговорила, что смотри, тебя не будет ни в каких документах, ты просто донор, Если ты захочешь общаться с ребенком, я не буду никак препятствовать, но никаких прав у тебя не будет, и никакого статуса отца, права принимать какие-то решения, участвовать в нашей жизни, все. И он согласился. А потом, я познакомила их с Яной, и мы начали все вместе общаться. И Яна говорит: слушай, я бы никогда не простила, если бы такого потрясающего человека не было бы в моей жизни. Если бы я была ребенком, его биологическим. Он, правда, удивительный совершенно. В нем, знаешь, нет совершенно этой частой для мужчин агрессии, я тут главный, все меня боятся. В нем просто этого нет ни на каком уровне. Он обожает все живое. То есть он бесконечно спасает каких-то живых существ, или если не спасает, то просто с ними как-то взаимодействует. Он столько всего знает про мир и про жизнь. И он настолько отличается от меня, что я подумала, что это будет круто, если человек будет присутствовать в жизни ребенка. И я с ним про это поговорила, и он сказал, что да, что он хочет. Ты в книге пишешь про то, как в квартире своей первой самостоятельной, своей первой собственной, ты на антресолях нашла документы тех людей, бумаги тех людей, которые там жили. Да. И там, в общем, жуткая история семьи советской, попавшей под репрессии. А потом случается так, что этот дом под реновацию попадает. Ты призываешь народ протестовать против этого, и на абсолютную неготовность это делать натыкаешься. И ты пишешь, что весь их опыт, вся их семейная история указывали: если ты сопротивляешься, то в лучшем случае окажешься в тюрьме. Многие годы мы думали, многие из нас думали, что уж наше-то поколение это переломит. Эту преемственность покорности и отсутствие сопротивления, вера в собственные силы. Уж мы-то точно будем другими, и от нашего поколения этого гена, этой привычки не останется. Как ты сейчас думаешь, останется или нет? Юр, мы проебали страну. В смысле, мы с тобой здесь сейчас сидим, а не в Москве, потому что мы проебали страну, мы не можем вернуться. Я думаю, что нашему поколению... Мы с мамой все время даже про это разговаривали. Она мне рассказывала, какой хороший был Советский Союз. И я говорю, если он был такой хороший, почему же, когда он разрушился, вы не вышли на улицы защищать свою страну? И она такая: нас обманули. Я говорю, когда вы разобрались, почему вы не вышли? Она говорит, потом были 90-е. Все старались выживать. Было ни до чего. Мы вроде работали, да, много работали. И ты, и я. И что-то у нас получилось. Но очень немного. Мне кажется, мы сами можем выбрать не пускать в себя это чувство беспомощности. Понимать, что это не спринт, а марафон. Что это очень долгая история. Я всегда так смеялась, но, знаешь, эта фраза: в России надо жить долго. В скобочках, если получится. Правда, мне кажется, что нам сейчас надо всем очень долго жить, очень много работать, отвоевывать себе страну обратно. Конечно, бывает, что хочется сложить лапки и сказать, что не получилось, мы беспомощные, слабые. Я вообще очень много думаю про то, что пропаганда на самом деле работает на разных уровнях. И когда мы говорим, что на нас, например, пропаганда не влияет, это очень такое амбициозное и на самом деле нечестное заявление.
Ну, то есть понятно, что целью пропаганды является убедить людей в том, что Путин прав, все идет как надо, тра-та-та-та-та. Но если вдруг этой цели не получилось достигнуть, можно убедить людей, что Путин, конечно, в чем-то не прав, но в чем-то прав. Всей правды мы не знаем. Кто знает, как оно на самом деле. Если этого не получилось, тогда надо человеку сказать, что убедить человека в том, что, если ты думаешь, что Путин не прав, молчи, потому что если ты сейчас что-то скажешь, тебя раскатают катком. И репрессивный аппарат в пропаганде работает прямо вместе. Если этого не получилось, тогда надо убедить человека, что он один, что больше никто так не думает, что нас так мало, а вокруг орки. И не все, все. И если это не получилось, тогда надо убедить человека в том, что он ничего не может сделать. И я думаю, что на нас, на всех так или иначе это влияет. Просто кто-то от этого страдает больше, как наши родители, а кто-то от этого страдает меньше, но тоже мы все этому подвержены. Надо выламываться как-то из этого нарратива. У тебя есть ответ на вопрос, что конкретно ты можешь сделать сейчас? У меня есть ответ на вопрос. Я это делаю. Я не буду говорить про это сейчас. Ты это делаешь в России? Да. Как ты думаешь, когда ты вернешься в Россию? Я надеюсь, что поскорее. Мне тут сложно думать, потому что у меня очень много чувств, очень много надежды. Я очень хочу домой. И очень тяжело быть не дома. Хотя в бытовом смысле, конечно. Все очень удобно. Ты допускаешь, что не вернешься в Россию никогда? Нет. Я не допускаю такого. Как ты думаешь, когда ты вернешься в Россию? Я не думаю, что я вернусь. Я сейчас объясню, в чем дело. Я провела в своем детстве очень много дней, оплакивая, что я не умею ходить. У меня мама хореограф. И больше на свете я мечтала танцевать. И мне просто белый свет был не мил. Я не умею делать вращения, и все закончилось. И меня не интересовало, что я хороша в учебе. Меня не интересовало, что я пишу текст. Меня не интересовало, что у меня много друзей. Меня интересовало, что я не могу делать вращения, не стою в первой линии. Я прекрасно знаю, как тоска по своей мечте может сожрать всю радость жизни полностью. Если я позволю себе задавать себе вопрос, когда я вернусь в Россию, я не смогу жить. Вообще. А я хочу. Так вышло, что я влюбилась незадолго до войны. Так вышло, что я стала счастливым человеком буквально накануне. Это моя жизнь, другой у меня не будет. Я много всего пережила до. Я хочу ее жить. Я не хочу вспоминать эти дни темным, тоскливым маревом, когда я считала часы до возвращения в Россию. И финальное. В чем сила? Конечно, в любви. А в чем еще? Она нас ведет, она нас держит. Она дает нам смысл. Это самое сильное, что вообще есть и бывает. Так что в любви. В чем сила? В любви. Всегда в любви. Единственное, что дало сейчас силы пережить все, даже страх, любовь. Я когда боюсь, что Лена умрет, меня ничего в жизни не утешает в этот момент. И тогда я просто вспоминаю какую-нибудь одну маленькую секунду из того, что уже было. И думаю, даже смерть этого не отменит. И засыпаю.